Я благодарю, что вы пришли, в первую очередь. Спасибо большое, вас так много, и это приятно. Я у вас проездом в городе, был пару лет назад в Новосибирске. Погода не так тепло, как в Москве, но мне нравится. Я так понимаю, есть вопросы, мы на них будем отвечать, я попытаюсь быть искренним и полезным. А вы будьте максимально, максимально сложные вопросы задавайте, в общем. Я готов на них отвечать. Мне понравились вопросы, которые были в чате, мы можем начать именно с них. Там были очень интересные, глубокие, были и легкие, на которые можем в конце ответить. Давайте с какого начнем, какой-нибудь самый интересный. Дмитрий Калашников меня зовут. Хотел бы поблагодарить за то, что ты делаешь, Егор. Очень смелые вопросы и ответы на твоих подкастах. Собственно, у меня такой вопрос. В Китае, насколько я недавно узнал, оказывается, есть инициатива One Student, One Chip, где студенты в университетах прям проходят полный путь, изучают полный стек разработки микропроцессоров на открытой RISC-V архитектуре. Вот. У нас такое не уверен, что делается, и не уверен, что вообще такое у нас будет когда-нибудь. Но вот тем не менее, как ты думаешь, в России можно ли что-то сделать такое интересное? В каком направлении нам нужно идти в плане образования, чтобы успешно конкурировать с США, у которых очень много денег, ну, например, Кремниевая долина, да? Китай, у которых большое население, высоко замотивированное, трудолюбивое, и тут даже условно какой-то уровень интеллекта практически не играет роли. Вот. У России есть огромные, хорошие заделы советские, например, школы там, математические, школы информатики. Но вот как пример, в Академгородке далеко не каждый знает, что изобретатель термина «искусственный интеллект» Джон Маккарти, который еще изобрел потом Lisp язык, он здесь бывал в 70-х, 80-х годах, его приглашал Ершов, академик Ершов, я учился в аспирантуре в институте его имени. Вот. И он даже был устроен на работу здесь, в вычислительный центр наш Академгородка. Вот. То есть здесь хорошо развивалась именно школа программирования, и вот этот вот задел, он как бы есть и, скорее всего, не до конца потерян, потому что по-прежнему Россия занимает неплохие места в олимпиадах математических, по информатике. Вот. Но исходя из каких-то культурных кодов наших, как ты думаешь, вот что мы можем сделать, чтобы вот в 21 веке как-то вырваться в плане технологического приоритета, учитывая наши там культурные коды, наши особенности и учитывая, да, сколько ты общаешься с преподавателями разных кафедр, наверняка у тебя есть уже какие-то мысли на этот счет. Спасибо. Вопрос прекрасный, спасибо. Я при общении с преподавателями, нашими отечественными, я частенько задаю им примерно один и тот же вопрос, просто по-разному сформулированный. Пытаюсь понять, что имеется в виду под нашей школой. Вот только что ты сказал, что у нас была хорошая или есть хорошая математическая школа, или хорошая школа программирования. Я пытаюсь понять, что имеется в виду под школой. И не получаю ответ на этот вопрос. Может быть, это учебники, которые мы написали давно, и у нас они есть. Может быть, это какие-то задачники. Может быть, это формулы, по которым должны работать преподаватели. Но это явно не преподаватели, которые в 70-х годах, может быть, и были, но сейчас их уже нет, тех преподавателей. Остались какие-то другие преподаватели. Говорить, что школа – это преподаватели, это бы не называлось школой. Все-таки школа – это что-то такое, что является фундаментом под преподавателями. Что это такое? Я не могу понять. А в области программирования я не представляю себе, чтобы была наша школа. Это значит, в моем понимании, школа – это учебники. Если один раз написать хорошие правильные курсы и учебники, по которым будут дальше учиться многие поколения, когда автор этих учебников уже не учит никого, это и есть построить школу. То есть построить формулу, по которой будут тиражироваться ученики. Первый курс, второй, 10-й, 100-й. По кругу мы будем по этим учебникам учить. Такую школу, наверное, можно построить для математиков. Потому что математика, особенно базовая, она не меняется много десятков лет. Построить то же самое для программистов. Что с этими учебниками будет через 5 лет? Нужно будет их выбрасывать и писать новые учебники.
Есть ли у нас эти учебники по Python, по Java, по, не знаю, по ML, по фреймворкам каким-то? Я думаю, что этих учебников у нас нет, и мы их не пишем. Поэтому говорить о том, что у нас какая-то школа программирования, я бы не стал. Школа математиков, ну, я учился, когда учился математике, у меня были учебники, которые достались мне от моих родителей. Учебники математики. Они были старые, по ним видно было, что по ним уже учились и много раз. И они полностью подходили мне. То же самое сделать с программированием не получится. Это вопрос о школе. Поэтому у нас ее, наверное, в таком виде нет. Может быть, школа программирования — это какие-то процессы, которые вне учебников. Например, какая-то организованная процедура, по которой должны проходить все программисты. Есть ли она у нас или нет, не знаю. Теперь отвечая на вопрос, как мне кажется, что мы можем сделать. Вот уповать на наличие школы я бы не стал. Вот так. И говорить о том, что мы вот русские, как некоторые преподаватели говорят, мы вот, значит, у нас русская школа, и мы вот этим сильны. Я, повторюсь, не понимаю, что они имеют в виду. Я бы ставил на другое. Я бы ставил не на школу, а на нашу, может быть, какую-то такую, раз ты сравнил американцев и китайцев с их разной культурой, то у нас, давайте тогда скажем про нашу культуру, она все-таки не так ориентирована на коллективизм, как в Китае. Мы не очень радуемся идее выигрывать сообща, выигрывать массой, группой. И как американцы, нам близка идея человек человеку волк. И мы не очень хотим, так сказать, подсидеть ближнего своего и тем самым выйти вверх. Нам, мне кажется, близка больше идея честной конкуренции или честного соревнования. Я бы на это ставил. Если нашим студентам или нашим школьникам дать возможность участвовать в соревнованиях, то они в них будут побеждать. И побеждать и китайцев, и американцев. Вот ровно вчера закончился ICPC турнир, 48-й по счету. Там победил китайский университет, российский университет, американский университет. Первые 3 места вот эти 3 страны и заняли. Я думаю, что мы можем занимать первые места на соревнованиях, именно в соревновательном формате. Если студенту дать возможность соревноваться и объяснить ему, зачем он это делает. Дать ему какие-то на выходе бенефиты, какие-то деньги, какие-то призы, какие-то медали, но сделать это максимально, не то что максимально, а более ценным, чем сейчас. Сейчас у меня такое ощущение, что студент, кроме как ICPC и школьных олимпиад, толком ничего больше не имеет. ICPC это для такого узкого все-таки круга, мне кажется, программистов, и которые, на мой персональный взгляд, все-таки не так нужны индустрии, как программисты, которые не соревновательные, не алгоритмические программисты, не те, которые решил задачку и забыл о ней, потому что ему все равно, как попали данные в эту задачу, как он напечатал результат в этой задаче, как он покрыл тестами эту задачу, какая у него поддерживаемость этого кода, какая у него тестируемость этого кода. Ему это совершенно все равно. Это может быть абсолютно грязный код, написанный в течение 15 минут. Он написал его и выбросил. И его тренируют именно этим и заниматься. Многие годы его тренируют писать грязный код и выбрасывать. Писать и выбрасывать. Писать и выбрасывать. Какое количество мест в индустрии есть для такого рода программистов? У меня в проекте нет места для таких программистов. Мне не нужен программист, который бы каждый день решал задачу на выброс. Решил, ушел, решил, ушел. Мне нужен программист, который будет в долгую играть, который будет понимать, что его код будет читаться завтра. И мне важно, как он оформляет данные на входе, как он их печатает, как он тестирует систему, насколько это все красиво, как он документирует свой код. И таких программистов не тренируют. Таких соревнований нет. Нет такого турнира типа ICPC, на котором бы проверяли качество кода, который делает программист. Вот их бы собрали вместе, дали им, допустим, 5 часов времени или какое-то количество времени, и на выходе бы посмотрели, что они написали, и стали бы оценку давать им, по тем критериям, которые я назвал. И вот те, кто там побеждали бы, они бы сразу были бы супер нужны компаниям, которые на рынке работают, с практическими задачами имеют дело. И подобных конкурсов можно сделать много. Конкурсы на предпринимательство, давать им гранты, давать им всяких инкубаторы создавать для проектов. Там, где программист или просто студент бы соревновался, я бы ставку делал на соревнования. В этом мы сильны. В олимпиадах мы всегда побеждали, в том же Советском Союзе мы продолжаем побеждать. ICPC, они побеждают, потому что им нравится соревноваться.
Я думаю, что дух соревновательности настолько силен, что они побеждают и американцев, и китайцев. Китайцы, их много, понятно, почему им легче побеждать, потому что из миллиарда выбрать качественных 3 программистов легче, чем из 100 миллионов. Ну, скорее всего, в 10 раз легче. Американцы побеждают, понятно почему, потому что они жирные и богатые, и они могут потратить деньги на подготовку программиста. У нас такой возможности нет. У нас программист с первого же курса должен думать о том, как заработать денег. Он должен выживать. У него нет такого жира в таком количестве, чтобы он мог потратить 5 лет на тренировку ICPC своих навыков. А кто его кормить будет в это время? Родители его не кормят. В Америке денег больше, как правильно было сказано, они его кормят. Его кормит страна, кормит общество, и они могут себе позволить поиграться в программирование. А у нас наши выигрывают, потому что они любят соревноваться. Злые такие в плане соревновательности. Давайте на это делать ставку. Так мне кажется. Тот формат, который вы говорили, это подходит под хакатон, когда дается конкретная задача, и у участников есть возможность решить эту проблему, и в конце как раз-таки она оценивается. То есть хакатоны это является таким? Хакатоны, главное, чтобы призы были хорошие в этих хакатонах, чтобы они были ощутимы, и чтобы эти хакатоны максимально широко освещались. Потому что, я не знаю, какие сейчас призы в хакатонах, сколько им там дают. 500 тысяч рублей им дают, а хакатон проводится раз в год, и готовятся они к нему год. Вот это за топовое место он получит 500 тысяч. Что-то такое, там такие цифры. Там 10 тысяч долларов это на супер крупных, супер таких успешных хакатонах. И то, мне кажется, сейчас уже эта цифра поменьше. 100 тысяч им дают рублей. Он же долго должен готовиться, он же должен ничего другого не делать, он же не должен в это время разрабатывать приложение по доставке пиццы. Он должен сосредоточиться на каком-то хакатоне, он должен тренироваться для решения там сложных каких-то задач производственных. Нужно этим людям создавать выгоду. Они же, молодежь, она-то тянется либо к славе, либо к выгоде. Лучше к славе. В молодом возрасте к славе тянуться правильнее, чем к выгоде. Лучше, если там будет и то, и то. И денег много, и слава, и на всю страну это все праздновать, и давать им, не знаю, бесплатный проезд, давать им, какие-то, я шучу про бесплатный проезд, давать какие-то выгоды этим ребятам, которые побеждают. Для страны это копейки. Организовать на всю страну типа ICPC раз в год соревнования с большим призовым фондом, с широкой медиапокрытием, это стоит не так много для страны. Но это даст сотням, тысячам, десяткам тысяч программистов понятную цель, куда ему стремиться. Сейчас такой цели как будто бы вроде бы нет. И они идут работать за 70 тысяч рублей в месяц, чтобы выжить. Они работают, и мы получаем через 5 лет выгоревшего, ненавидевшего свою профессию человека, не интересующегося программированием, понимающего, что нужно скорее в сеньоры и прекратить писать код. И радоваться тому, что наконец-то получилось перестать писать код. Вчера на ICPC смотрел интервью, там кого-то интервьюировали, и такой дядька уже седой сидит, рассказывает, у него интервью берут, там, как вы. Он такой улыбается радостно на русском, на английском, и говорит, я уже код 20 лет не пишу, И они такие, да, понятно. И вот он этим гордится, ему кажется, это очень здорово, он 20 лет уже не программирует. И приехал на ICPC оценивать работу программистов. Как его вообще туда пустили? Это мечта любого, где-то про это уже говорили, любого программиста мечта вырваться из программирования, перестать этим заниматься. Это же плохо. Что еще спросите? Если продолжить тему обучения, сейчас вы читаете лекции в Иннополисе, да? Угу. Вы их основывали, вы курс, когда писали, вы их основывали на каких-то там стандартах внутренних, и какие цели этого преподавания вы ставите перед собой? Насчет основывать я пытался как-то посмотреть, что делают другие, как эти курсы выглядят, но я старался с точки зрения студента смотреть. Я представлял себя на месте студента и думал, что бы мне хотелось услышать. Когда беру интервью наших преподавателей, я каждому из них в конце задаю вопрос, какая главная миссия преподавателя? Что вы делаете? Вы учите или вы объясняете? Я даже не так, учите я не использую глагол. Я говорю, миссия объяснить, мотивировать, наказать, и там бывают какие-то другие еще варианты. И на самом деле большая разница между этими глаголами существует. Преподаватель действительно может, например, наказывать. Просто дисциплинировать и наказывать. Вот у нас есть программа учебная, вот вы должны сдать такие-то пункты, вы должны прочитать это, написать это. Если вы не сдали, у меня есть полнота власти моей академической, я вас буду двойки ставить, выгонять и так далее. Это вполне себе функция преподавателя. Такую
бурсу устроить из университета. Вполне может быть. И есть и преподаватели, которые так делают. И это не так уж может быть и плохо. Вторая функция – это объяснять. Потому что когда я, например, изучаю, я не знаю, язык Go, уже много лет хочу его начать изучать, то мне нужен какой-то стартовый поинт. Как мне это сделать? Мне, можно книжку скачать или купить ее. И я из этой книжки, 400 страниц, я буду ее читать, но нужно набраться времени, нужно набраться усидчивости, и не все будет из книжки понятно. Удобнее было бы, если бы передо мной был человек, который мне за час объяснит язык Go. Главное скажет, покажет, о чем это, расскажет, что мне нужно дальше, в какие стороны мне нужно идти. Такое быстрое объяснение мне даст. Книжка все-таки это долго, это нужно, месяц я буду читать эту книжку, потом я еще буду практиковаться, потом еще месяц я буду писать какие-то тестовые программы. И через месяца 3 у меня будет понимание, что такое язык Go. Это понимание можно получить за час от хорошего преподавателя, если он быстро объяснит ключевые идеи. Вот это может быть вторая функция преподавателя. Это здорово было бы. Я таких преподавателей, таких лекций вижу редко в интернете. Обычно это такое вот бу-бу-бу-бу-бу-бу, долго, много лекций, это повторение книжки. Люди берут книгу и по ней глава за главой рассказывают мне то, что я мог бы читать, но только в видеоформате, если я ленивый, читать не хочу, я буду смотреть в видео. Но лучше, когда объясняют коротко, и таких видео, они прям на вес золота, когда человек может в течение часа объяснить какую-то концепцию. Это вторая функция преподавания, с которой мне лично она очень ценна. И первая функция тоже мне ценна. Если бы меня дисциплинировали и заставляли, то я бы многие вещи быстрее бы делал в жизни, чем я их делаю. Третье, например, это мотивировать. Мне нужен язык Go, но я как-то не изучаю его. Нет у меня, уже много лет я думаю о том, чтобы это сделать, но мотивации у меня не хватает. А если бы мне преподаватель рассказал, как это интересно, как это здорово, не объясняя, сейчас речь не идет об объяснении мне, что это такое, и не о наказании, не о дисциплинировании меня, а о том, чтобы замотивировать. Третья функция преподавателя – воодушевить меня. Чтобы я сказал, так, все, я понял, ты мне больше не нужен, я пошел за книжкой. Может быть, такой преподаватель был бы ценен для многих. Для меня в том числе, зачастую, я не изучаю Go, но нету такого преподавателя, который бы сел со мной. Интеллект, возможно, заменит такого преподавателя? Который все три функции выполняет. Возможно, да, возможно, заменит. Кстати, говорили, сказали, что ChatGPT для вас как раз эту суть достает из Да, больших- быстро достает, да. Да, ChatGPT хорош. Во второй функции, в объяснении, он очень хорош. В мотивации он, не особо, я его для этого не использую. Но для объяснения, да. И когда я делаю лекции, то я стараюсь во второй функции работать. Стараюсь, чтобы я делал второе, чтобы я объяснял, потому что мне кажется, что после этого дальше человек пойдет дальше без меня. И немножко воодушевления, немножко третьей функции тоже. Первую она не моя, мне это не интересно. Потому что у меня мало власти. Я попытался это делать, я где-то рассказывал, что я пытался в одном вузе, в одной программе, в одном курсе, попытался сделать формулу, что у меня пятерки получит только 20% студентов. Такая формула боя. Какие бы вы тут умные ни были, но только, допустим, 4 из вас получат пятерки. Готовьтесь к этому. И даже если вы все придете и сдадите на отлично, только 4 из вас я поставлю 5. Деканат возмутился. Как же так? Нельзя у нас так делать, а они все хотят пятерки. Я все понял. Я понял, что власти у меня реальной нет. То есть, на самом деле есть система определенная, эта система хочет, чтобы все более-менее успевали. Никто никого не хочет наказывать, по большому счету. Поэтому зачем я буду один в поле воин дисциплинировать кого-то, если система не хочет, чтобы я их дисциплинировал. Так что функцию номер 1 я убрал, а остальные 2 я... И отвечая на вопрос, на чем я основываюсь, стараюсь не повторять все-таки то, что уже есть. Конечно, это несложно повторить существующие лекции, существующий материал. Я стараюсь сделать какой-то более-менее уникальный контент. Это не получается всегда, точнее, это всегда получается плохо, если он уникальный. Вероятность ошибки, она высока в таком случае. Стараюсь заинтересовать, замотивировать, заинтересовать, воодушевить и объяснить. Что могу объяснить. Но это, мне кажется, самая тяжелая штука объяснить, потому что, когда объясняешь, то ты исходишь из того, что все остальные объяснить не смогли. Если мне приходится вам объяснять, значит, в книге недостаточно объяснено, значит, в книге сложно написано. И значит, у меня задача соревноваться с автором книги. И эта задача сложная. Значительно проще сказать, в книге такая последовательность изложений, я вам ее повторю.
Непонятно, ну, там так написано. Ну, значит, вы дураки. Материал сложный, все очень непросто. А я рассказываю, продолжаю рассказывать. А вот взять учебник условно по математике, по тригонометрии и объяснить студенту, школьнику 6 класса теорему Пифагора. Но не так, как в учебнике написано, а так, чтобы он в конце класса 45-минутного понял, о чем идет речь, и смог пересказать своими словами. Ну, это получается конкуренция с автором учебника. Значит, он как бы дурак, он не смог так сделать, он написал там все сложно, ну или написал все строго, а у меня задача его обыграть. Ну и, конечно, я проигрываю зачастую в этом. Но, по крайней мере, это интересная задача. Вот у меня вопрос про обучение. Я увидел, что коллега там, школа 21, там, по-моему. Вот мне интересно твое мнение, то есть вот подход, когда вот учеников там бросают там бассейн, и по сути, я так понимаю, там преподавания такого вот академичного практически нет, там максимум это фасилитация, помощь командам в организации и вот фильтрация, там какие-то вот барьеры там и так далее. Ну, то есть они там самоорганизуются, сами ищут информацию и так далее. То есть это в текущих условиях какая-то новая методика, она может помочь в вот создании каких-то организованных программистов, или все-таки что-то что-то между этим? Интересно мнение. Я думаю, что это вынужденная мера так организовывать образование сейчас. И она мне нравится. Я думаю, что в эту сторону мы так или иначе пойдем. По нескольким причинам. Причина первая – это YouTube. Мы имеем весь контент в свободном доступе. Дублировать его на лекциях, а особенно еще в формате дисциплин, в формате присутствия на лекциях по 1,5 часа, это какой-то рудимент уже, оставшийся нам от действительно той самой 60-х годов школы математики, где YouTube не было. Если студент не усидит на этой лекции, он просто не получит материал вообще в принципе. И мы просто получим двоечника, но не потому, что он дурак, а потому, что мы не смогли ему дать информацию. И поэтому мы должны его усадить за эту парту. Сейчас нет такой необходимости. В YouTube материал значительно качественнее, чем может любой преподаватель дать. Это первое. Вторая причина – ChatGPT. Мы можем на любой вопрос сейчас найти куда более качественное объяснение, чем даст преподаватель. Вторая причина. То есть не заставлять их учиться по формуле, а дать им пустить их в свободное плавание, поставить их лицом к лицу с проблемой. И пока они будут эту проблему решать, они сами поймут, что чего-то им не хватает. У них нет знаний. Он не знает, что такое булева алгебра. Вот он пытается решить задачу, за которой стоит приз в 1 000 000 рублей. И он уже бы добрался до этого приза. Но понятно, что булевой алгебры он не знает, и надо бы ее подучить. Где? Он начнет искать какие-то видеоуроки, какие-то вузы. Он пойдет в какой-нибудь Иннополис, например, в какой-нибудь НГУ. И скажет: а возьмите меня, давайте мне за год то, что мне не хватило, и я вернусь обратно к своей проблеме, к своему 1 000 000 рублей. Так в таком это должно быть формате. Многие люди останутся за бортом наверняка. Многие люди просто он увидит, что до 1 000 000 рублей ему не добраться. Ему для этого нужна какая-то булева алгебра, ему нужны какие-то базы данных. Он просто бросит и пойдет наркотики продавать. Например. То есть много людей таким образом отвалится, из социума может выпасть. И государство, по идее, должно брать на себя эту функцию социальную. Удержание их от этого, от выпадания из карьеры своей, из нормального хода развития событий своих жизненных. Государство их возвращает, этих детей, и говорит: неважно, что там, дисциплину включает элемент наказания, чтобы их максимально долго продержать по какому-то более-менее стандартному предсказуемому пути и в конце получить более-менее законопослушного и продуктивного гражданина, который может что-то производить, например, писать что-нибудь на Java. Но думается мне, что надо менять все равно механизмы, как это делать. Потому что просто их высиживать и удерживать их в вузах, это вроде бы кончается это время. И сразу, да, вот ты начал говорить, а вот эти вот новые курсы, то есть вот это новая у нас появилась IT-индустрия, там в IT, когда на самом деле вот людей, которые, может, даже они и не подходят по складу там психологическому, там ментальному, их прям вот по этим курсам их тащат, чтобы ты получил вот эту профессию, да, и там имел возможность зарабатывать деньги. То есть это
на Ну, твой взгляд, это необходимо стране, это нужно нам. То есть это все равно какую-то полезную функцию и несет. Ну, выполняй, да, но просто нужно разделять. Давайте, ну, мы же не можем, как сказать, давайте обращаться к двум разным категориям людей. У нас есть люди, которым для кого мы записываем эту встречу, а есть все остальные. Вот для первой категории людей я им говорю, обращаясь к ним: ребята, хватит ставить на то, что вас всему научат в университете, и это создаст вам успешную карьеру и сделает из вас успешного человека. Эти времена прошли. Для всех остальных я говорю: ходите в университеты, сидите там за партами. Это вас, по крайней мере, спасет от нищеты, спасет от жизни, из которой вы потом уже не выберетесь. Но это две разные категории. Но для первой категории, мы же все-таки для них в основном снимаем этот контент, для них, конечно, нужно понимать, что вузы – это тема устаревшая. Нужно делать, как я сказал, видеть проблему, становиться с ней лицом к лицу, понимать, что будет после ее решения, какие выгоды я получу. А потом думать, чего мне не хватает, туда добраться. Мне не хватает знания высшей математики, ну так пойди и получи его. Пускай в вузе, пускай на YouTube, пускай чат GPT, ну пускай книги. Но вузы сейчас проигрывают YouTube, проигрывают чат GPT, проигрывают книгам. Они всегда проигрывали, но сейчас этот проигрыш, он просто катастрофический. В мое время, когда я учился, не было YouTube, не было чат GPT, и книг толком не было. То есть, когда я учился программированию, я помню, что у нас была одна книга по C++, одна на всех. Она, во-первых, в единственном экземпляре была, во-вторых, она была в принципе одна, опубликованная на русском языке. А на английском мы просто не имели их в принципе, ни в интернете, интернета не было. Тогда был действительно вуз, мы приходили к преподавателю и спрашивали, а как это работает? И он тоже как-то свои знания, там, получив из той же книги, он нам эти, значит, формулировал и пытался нам объяснить. Но это был голод определенный, и тогда вуз нас спасал. Но сейчас, я приду к преподавателю и спрошу, как C++ работает. Вот Бьярн Страуструп в интернете, послушайте его, он все расскажет. Зачем мне получать информацию оттуда, где она хуже? Даже не беря во внимание качество конкретного преподавателя. Есть хорошие преподаватели, есть плохие, но все равно они по умолчанию хуже, слабее, чем авторы этих концепций, авторы языков программирования. Мы говорили про Академгородок, там какая-то школа, да. Тем не менее, это позволило, здесь появиться какому-то большому количеству команд, которые занимались, задачами и были интегрированы в систему. Возможно, это, собственно, с помощью этих больших корпораций, которые сюда пришли, которые там, наверное, инвестировали сюда какие-то деньги, время, там, обучили их. У нас здесь были, много команд, которые, делали GVM машины, там какие-то языки, библиотеки, какие-то фундаментальные вещи. Но, к сожалению, сейчас, все поменялось. У нас что-то, конечно, тут осталось, какие-то команды уехали. И в то же время, то есть я думаю, об этом думали последние 2 года там все топы IT-компаний, как жить, то есть как в данной обстановке, когда происходят какие-то политические события, когда даже open source не решает, что тебе могут в любой момент закрыть доступ к репозиторию, закрыть учетные записи, ты не можешь скачать какой-то тулинг и так далее, выпиливают патчи из, собственно, уже созданный какой-то контрибьют, то есть... Как жить? Как жить? Как жить дальше? Как жить дальше? Кажется, что, возможно, у нас появятся какие-то свои языки, может быть, они уже разрабатываются, или... то есть, возможно, нам, как разработчикам, нужно идти к основам и понимать, что из чего, собственно, мой код состоит, и я точно знаю, что до какого уровня зависимости я его контролирую, какой тулинг я контролирую, что может быть уязвимо в этой ситуации. То есть интересно твое мнение по этому. Вопрос сложный, потому что хочется ответить, плохо все будет. Ту траекторию, которую мы видим, она мне не нравится. Но я ее не могу поменять. Я могу только прокомментировать и, наверное, дать свой некий прогноз, как что будет дальше происходить. Мой прогноз такой. Я думаю, что градус будет снижаться. Градус этих санкционного давления в области IT. В области СМИ он будет увеличиваться.
Будут блокировать телевизоры, радио, всякие телеграммы, мессенджеры. Обмен информацией будет блокироваться. Но в области IT, в области программирования градус будет наоборот снижаться. GitHub не будет закрывать российские аккаунты, как он их не закрывает, хотя такой страх был в 2022 году. Но этого не произошло. Несмотря на то, что это Microsoft, несмотря на то, что это вроде бы санкционное давление, но аккаунты не трогают, российские аккаунты. Крымские аккаунты блокируют, аккаунты из Ирана блокируют, из России не блокируют. Я думаю, что и блокировать не будут. Надеюсь, что политически они понимают, что технологическая изоляция даже стратегического противника, типа Китая, например, или России, их технологическая изоляция, она будет вредить тому, кто изолирует в том числе. Так же, как в экономике. Как оказалось, изоляция ряда стран, она вредит не столько или не только этим странам, как и тем, кто их изолирует. В технологическом секторе этого будет хуже. Я работаю в китайской компании, в Huawei. Внутри Китая, может быть, я сейчас скажу что-то лишнее, но внутри Китая, когда попадаешь в Китай, заблокировано все на твоем телефоне. Ты никуда не можешь выйти. Ни в Google, ни в Facebook, ни в Википедию. Просто ничего нет. Только китайские сайты. И когда включаешь VPN, то он работает полчаса. Иногда дольше, иногда пару дней, но идет борьба с этим VPN. Они ловят, понимают, что включился VPN, блокируют, и ты с 3 VPN ходишь. С 3 разными серверами и их переключаешь. Вот так вот устроена жизнь в Китае. Но, когда попадаешь внутрь офиса Huawei, то все работает. Все прекрасно. Нет никаких блокировок. Я хожу на Google, на Facebook, куда угодно. Вопрос возникает, как же так? Получается, что есть некая IT-сфера, которой все можно. И есть какие-то остальные люди, которым ничего нельзя. Вот я думаю, что так и будет продолжаться дальше. Для масс людей будут блокироваться все, а для айтишников на них будут закрывать глаза. И никто наши VPN не тронет. Да, перестанет у вас работать все, и GitHub в том числе. Но когда вы будете включать VPN, у вас будет работать все прекрасно. Как это у меня сейчас работает. У меня YouTube работает. Все работает. Я всегда с VPN и на телефоне, и на компьютере. Outline у меня стоит, он сам автоподключается. Я без VPN вообще не выхожу никуда. Ни в какой интернет, ни с какого устройства. И все у меня открыто. У меня и китайские сайты работают, и американские, и российские. Это такова реальность современного айтишника. Мы вот в таком неком пузыре находимся. Это мое предсказание, что нас не будут трогать айтишников, потому что необходимо, чтобы вся эта экосистема была единой. Нельзя писать код, нельзя создать операционную систему силами одной страны. Так не получится. Нельзя в России сделать свою операционную систему, это утопия. Нельзя сделать свой GitHub. Ничего не получится. Это должны быть только платформы и решения, и системы, которые покрывают всю планету. У нас даже планета небольшая для этого. Было бы хорошо, чтобы нас было в 5 раз больше в количестве людей. Тогда бы мы быстрее писали, у нас были бы качественнее решения, мы бы быстрее достигли результата. А если нас еще из 8 миллиардов сузить до 80 миллионов, у нас останется 300 программистов, которые понимают в какой-то теме. У нас же еще программирование делится на сектора. Мы же не все специалисты по базам данных и не все специалисты по операционным системам. Представьте это. Говорят, в России 1 миллион программистов. До 2022 года такие цифры я слышал. А если теперь их поделить, а сколько специалистов, действительно хороших специалистов по системам управления базами данных? 50 человек из этого миллиона. Потому что из этого миллиона 500 тысяч это 1С программисты. Как-то так, я утрирую, может быть, но их же считают все программисты. Остается очень узкий, и эти 50 или 100 человек, они не напишут новый Oracle или новый Postgres. Просто не получится, их просто мало. Так что это, я уверен, что не я один это понимаю, все это понимают. И американцы это понимают. И не получится у них OpenAI делать просто одной закрытой командой, микрогруппой. Они же используют наработки всего человечества, они же статьи читают со всего мира и конференции. На конференции же, откройте конференции последних, 5 лет по софтвер-инжинирингу, по AI. Там же 50% китайцев. Давайте закроем Китай, заблокируем. Да, нарушения, санкции. Так в половину будет меньше статей, а то и может быть и больше. Как его заблокировать? Не будем мы его блокировать. Мы в прессе расскажем, что это наши враги, а в реальности мы откроем все границы и будем их держать открытыми. Это мое предсказание. Я думаю, что у нас все будет хорошо. У нас, айтишников. Допустим,
Java-программист, то есть несмотря на все это давление, то есть все равно должен пытаться, ну, там, оставаться интегрированным вот в эту всю среду, следить за тем, какие библиотеки, там, какие новые, так сказать, появляются вещи, может быть, даже пытаться что-то контрибьютить, ну, потому что через это ты лучше это познаешь, но тем не менее какие-то предпринимать шаги, чтобы, ну, от каких-то рисков, тем не менее, защититься, там, ну, имея там, уметь собирать GDK, например, хотя бы, и так далее. То есть вот что-то, какой-то такой компромисс между интеграцией и ну вот какими-то возможными последствиями. Ну вот какие могут быть последствия? Ну, допустим, предположим, OpenJDK запретят использовать, например, в России. Да? Кто запретит? Oracle? Не, ну уже и сейчас его не скачаешь. Даже уже, ну что, да, вот его не скачаешь. Но мы подключимся через VPN китайский или через аргентинский и скачаем. Ну что дальше? Вот как можно физически это запретить? Они могут только кабель обрезать под океаном. 1, 2, 3. Ну, если до этого дойдет, ну я не представляю, чтобы до этого дошло. Ну протянем другой кабель. Найдем мы способ, да. Ну, как, да. Все, мы привезем на дискетах этот OpenJDK. Ну, как мы раньше возили из Америки, когда не было интернета. Приезжало все на дискетах и раздавалось. И, ну, привезем, значит, на флешке, спрячем где-то и привезем. Но не получится это, не получится это заблокировать. Ну, это смешно. Не, ну, это нас приостановит в развитии, понимаете, когда у нас низкая скорость развития, потому что нам нужно сделать какие-то движения, то наши программисты, не получая свежей информации, будут замедляться, соответственно, ну, наш прогресс будет меньше и давление извне будет больше. Может быть. Но я не представляю, чтобы из-за того, что я что-то не могу скачать, я опустил руки и сказал, ну ладно, я скачаю в следующем месяце. Ну, интернет, эти заборы, он все снес. Если мы на дискетах получали все более-менее быстро, то сейчас мне трудно представить, как это... Может быть, так и случится. Может быть, перережут кабель под океаном. Да. Я вот не думаю, что это цель. Я думаю, что все эти давления и санкции, это все размежевание, оно больше театральной постановкой попахивает, чем реально объективной задачей поставленной. Я не понимаю, какой может быть замысел глубокий, стратегический у людей, которые хотят, допустим, Китай разъединить с Америкой забором. В том числе информационным, в том числе, какой здесь глубокий замысел, чтобы что в итоге случилось? Произошел какой-то военный конфликт, а потом, к чему они ведут, эти люди? Ну, допустим, есть люди, которые мыслят категориями 100 лет, 200 лет, в долгую играют. Зачем им нужно создание такого большого конфликта? Это нужно только временно, для того, чтобы разрешение конфликта этого, допустим, даже военное, привело к какому-то дальше витку нового развития, нового технологического развития. Ну, война же, она не может длиться вечно, она же имеет временной отрезок, и она, суть войны, она же ведет к миру в конце этой войны, обязательно наступает мир. Значит, стратегический мир, только получить мир на других условиях. Ну вот для этого выстраивается некий спектакль. Рассказывается, что у нас войны, терроризм, борьба, несоответствие, в общем, конфронтация, разные идеологии, чтобы получить что-то на выходе. Это же не само происходит, даже не потому, что это какой-то хаос и неконтролируемые процессы, и люди вот они побежали, и всех постреляли, а потом побежали в другую сторону, а потом вопрос, а почему они туда побежали? Ну потому что это люди, и у них сердце туда. Но мы же понимаем, что не в сердце дело, потому что есть вполне продуманный план этих событий. К какому разрешению ведет этот план? К какому-то. Я думаю, что это разрешение, оно позитивное на выходе. Просто мы видим короткий интервал, мы видим год, 2, 3, и нам кажется, какой кошмар, мы больше не можем полететь в Италию и не можем полететь в Нью-Йорк, потому что нам все закрыли. Да, но давайте думать дальше, зачем нам это сделали? Цель какая? Я ее вижу как в любом процессе, цель конструктивная. Я далек от мысли, что люди там сидят, и цель у них все разрушить, и чтобы вся планета превратилась в джунгли. Зачем, опять же? Чем плохо-то? Лучше-то жить, когда, допустим, вы человек, у которого миллиарды денег, и острова, и прииски золотые, и у вас 9-е поколение в вашей семье этим всем владеет. Вы же хотите дальше этим владеть. Вы хотите дальше, чтобы рабы на вас работали, приносили вам пользу, чтобы у вас была комфортная еда, комфортное жилье, чтобы было вам комфортно жить.
Если планету превратить в хаос, то прежде всего это же коснется лично вас, вам же станет хуже. Ну, как владельцу этому всего. Рабы начнут возмущаться, начнутся всевозможные катаклизмы, восстания, борьба. И это окей, пока вы это контролируете. Допустим, вы решили, слушайте, что-то вот мне не нравится, что в той территории там у этого рабовладельца больше, чем у меня. Давай-ка я устрою ему там вот революцию небольшую, войну-ка там организую одного там клана с другим кланом. Они там пускай повоюют и немножко ему навредят. Но я не хочу, чтобы эта война захлестнула все, весь мир, потому что это лично меня коснется. Я думаю, что эти люди, они мыслят все-таки позитивно. У меня такое убеждение. Я бы приземленно. Давайте, да, вернемся на землю. То, что вы говорили, тезис, что многие мечтают перестать писать код, вот. Но вот я, работая в больших компаниях, начал замечать, что на грейдах Senior Plus требуется именно большой скоп влияния и большой импакт на весь этот скоп, на большая область влияния и серьезная. Вот. И, короче, проблема в том, что просто поставляя код, в продуктовой разработке тяжело наносить такое влияние на большой скоп, собственно говоря. И непонятно, можно ли расти именно как по грейду, как технический специалист. То есть, потому что, соответственно говоря, в обычной продуктовой разработке нету таких задач, как research and development, да, чтобы сильно упарываться в исследования там, и действительно что-то новое создавать. Вот. То есть вопрос, как из разработчика стать сеньором, да? Как получить контроль за скоп? С сеньором-то, тут плюс-минус понятно, наверное, как мне кажется, по крайней мере, может, я ошибаюсь. А вот именно дальше, как расти, то есть возможно ли расти на грейды Senior Plus, не переходя в менеджмент, например? Я думаю, что для того, чтобы расти по именно сеньорити в компании, сейчас речь идет ведь о карьерном росте, да? Не о своем там внутреннем техническом росте, не о своей грамотности, не о своем росте как специалиста, а о своей позиции в компании. Я думаю, что для этого нужно стараться переходить из позиции трудящегося, который создает что-то, из позиции конструктора, который конструирует решения, в позицию оценивателя этих решений, который смотрит на то, что сделали другие, и качает головой, и делает вид, что он много понимает, больше, чем они, и дают свою оценку. И эти люди, они в итоге начинают заслуживать уважения, почет, деньги, славу и так далее. И их перестают проверять на грамотность. Им начинают доверять. Думают, что он такой, вот так щеки надувает и на каждом митинге. И поэтому он умный. И поэтому ему стоит доверять больше и денег, и контроля, и всего остального. То есть вы пока вы посмотрите, понаблюдайте за командами, в которых вы работаете. Всегда есть те люди, которые создают, а есть люди, которые ревьюют код, которые сидят на митингах, активно участвуют, активно дают свое мнение, активно высказываются, что хорошо, что плохо. Они знают, как правильно. Они знают, как должно быть, как должно работать. Они всегда готовы рассказать другому, почему это неправильно сделано. Но сами они кодят очень мало. И они хорошо понимают, что это опасно быть тем, кто кодит. Потому что всегда найдется тот, кто вас проревьюет. И вам придется из позиции доказывающего доказывать свою правоту. А раз вы доказываете, значит вы, конечно, глупее, чем я. Вы же мне доказываете, а не я вам. И пока вы ходите и доказываете со своим кодом, вам кажется, что вы же создаете ключевые продукты, вы же пишете то, что работает, вы же создаете, собственно, решение. И все равно какой-то... В общем, не тот, кто создает решение, он оказывается с большей зарплатой. А почему? А потому что он вовремя забрался на позицию оценить всех остальных. Вот попытайтесь занять такую позицию. Любыми путями. Здесь был вопрос, как оставаясь... А это не менеджмент. А это не менеджмент. Вы не будете в менеджменте. Вы не будете никем руководить. Вы будете по-прежнему программистом. Да, вы будете по-прежнему программистом. Но вы окажетесь программистом, который знает больше других. Как бы. А как это получится? Ну, потому что вы станете оценку давать. Вот представьте митинг, допустим. Проводится митинг, и на митинге принимается какое-то техническое решение. Попытайтесь не предлагать никаких решений. Вот прям специально. А попытайтесь на этом митинге всех критиковать, все, что они предлагают. И, конечно, плохому, да. Как становясь сеньором, продолжать
продолжать вводить. Просто такие люди вызывают только раздражение. Конечно, вызывают. Да, да. У меня тоже вызывают раздражение. Но я вижу, как они растут. Я вижу, как именно так люди добиваются успеха. Поэтому я вам делюсь. Но это, да, мне это тоже отвратительно. Я не хочу быть таким. И с такими людьми работать. И когда я вижу таких людей, я вижу, что человек начинает критиковать другого, я сразу стараюсь развернуть вопрос в тему: окей, а ты-то что сделал? А ты покажи свое. И его это ставит в очень некомфортную позицию, и он меня считает личным врагом после этого. То есть я мешаю таким людям выбраться на эту... Ну давайте вопрос переформулируем, да? Как не делать это все, а все равно занять более высокую позицию. Ну, сложно это очень, но это очень тяжелый путь. Вы должны пробить всех вот этих вот ревьюеров, вы должны с каждым из них как-то подружиться, вы должны с каждым из них сделаться... Ну, они же все понимают, что если вы идете вверх, то вы их смените так или иначе, вы же на их место претендуете. Они эти места выбивали годами, высиживая их, высиживая временем. Метрики, которые показывают по коду, насколько он грамотно написан, и ваш рейтинг растет по этим. Ну, это же нужно, чтобы кому-то было важно на это посмотреть. Вы должны понимать, кто начальник, если это важно руководителю, то руководитель бы вас уже сделал выше грейдом. Если он этого не сделал, значит, ему не важны эти метрики. Значит, ему важно другое, ему важны какие-то другие показатели. И он на них опирается. А тут вы выходите и говорите: но я-то код хорошо пишу. Но он удивлен, потому что он не знает, о чем речь идет. Что значит хорошо? Вам нужно тогда образовать своего руководителя сначала, обучить его. Сначала нужно как-то, не пытаясь занять позицию повыше, просто с ним начать коммуницировать на тему: а знаешь ли ты, дорогой, что такое юнит-тесты? А знаешь ли ты, что такое покрытие юнит-тестами? Что такое процент покрытия? И почему это важно? И вы услышите, будете удивлены, что сначала он вам скажет: ну, где-то в книжке я это читал, какое это отношение к делу имеет? И вы должны будете ему сказать, что таки имеет. Послушай же меня. И он вам выделит какое-то время, вы с ним пообщаетесь, и через месяц, 2, 3, 4, может быть, он прислушается к тому, что вы говорите, и тогда он пойдет к тем, кто сейчас на высоких позициях, кто недостоин, как вам кажется, этих позиций, чьи позиции вы хотите занять, и скажет: знаешь, я что-то вот посмотрел на твою работу и вижу, что по моему новому пониманию, которое у меня сформировалось за последние 5 месяцев, надо тебя уволить. Ну, это такой ход, ну, это правильный ход, такой, ну, как партизанская такая война. Но послушает ли он вас? Послушает ли он ваши доводы? Примет ли он эту новую философию? Очень сомневаюсь, что это будет так. Потому что, особенно если стабильная компания, да. Скажите, какие метрики вы сами используете для того, чтобы повысить человека? Ну, Понимание. вы знаете, тут, да, вопрос хороший, какие я метрики использую. Опять же, смотря в каком контексте я оказался. Если я в большой компании, например, и надо мной тоже уровни менеджмента, то я сначала послушаю, что для них важно. Может быть, всей компании не важно качество. Может быть, всей компании не важна продуктивность. Может быть, всей компании... Где-то я рассказывал уже на каком-то стриме, говорил, что, может быть, компании нужно, чтобы вы сидели стройными рядами и делали вид, что вы программисты. И под это получается госзаказ. Просто под головы ваши. Вот им нужно, чтобы вас 100 человек сидело в офисе, и им дадут $1 миллиард на следующий год инвестиций, потому что это IT-компания. И еще 100 человек от армии будут освобождены благодаря этому. И тут вы такой: а как же качество кода? Ну, начальник скажет: ребята, ну успокойтесь, зачем вы воду мутите? Ну, не надо мне качество кода. Приходите в офис, кулер можем вам поставить, кофемашину. Окей, берем нормальную компанию, да, в которой вот есть прям конкретно хочется сделать классный продукт, да, классный продукт, и нам нужно программиста замотивировать делать классный продукт. На что мы обратим внимание, да, на какие показатели? Ну, я бы смотрел на продуктивность его, на output, который он дает. Это можно померить какими-то базовыми показателями. Ну, конечно, количество там pull реквестов, количество кода, который он написал. Мерите в чем хотите, в строчках кода, мерите в буквах, мерите в количестве pull реквестов, в блоках кода. Но обязательно, чтобы этот код был, конечно, написан после прохождения ревью. То есть надо сделать так, чтобы один программист проверял, другой программист писал. И если они на этом конфликте договорились, и код все-таки попал в продакшн, то вот дали единичку, 1 поинт этому программисту, другому 2 поинт, 3. Кто набрал больше поинтов, тому больше денег, тому больше регалий и всего остального. Какие-то бизнес-метрики? Нет, я бы бизнес-метрики бы совершенно бы не учитывал. Я бы бизнес-метрики вообще никак не учитывал. Мне кажется, что это грубая ошибка, когда программиста привязывают к бизнес-метрикам. И говорят ему: вот когда наша компания получит там, не знаю, новый какой-нибудь прирост прибыли, то значит вы все молодцы. Нет, не значит.
Программист делает программирование, а бизнес-люди достигают бизнес-результата. Они могут ошибиться в своих бизнес-решениях. Так это не значит, что я плохой код написал. Ну, вы просто дали мне такую задачу неправильную, но я по ней и отработал. А то, что вы там не туда шли, ну, как бы... Вы сидели на корме, вы рулили, а я веслами работал. То, что мы не туда приплыли, зачем меня наказывать? Это легче так сделать для менеджера и сказать, накажем всю лодку. Потому что мы же в одной лодке, мы все плыли. Хотя ошибся конкретно этот штурман, его повесить надо. И поменять его, выбросить этого за борт, поставить нового и поплыли дальше. И штурман должен понимать, что именно его выбросят за борт. И тогда он будет принимать правильные решения. А так он знает, что ну никого не накажут, вы же всех за борт не выбросите, вам же с кем-то плыть нужно дальше. Поэтому всем становится понятно, раз мы все здесь в одной лодке, у нас общая ответственность, поэтому ответственность ничья. Поэтому высший менеджмент... А? Агентская проблема. Да, высший менеджмент чувствует себя абсолютно в безопасности, потому что знает, что всегда скажет, мы все заодно. Ни за какое мы не заодно. И плюс программистов это раздражает, на мой взгляд, когда менеджер приходит и рассказывает, что у нас там, новые бизнес-результаты, это так замечательно. Мне это всегда в голову приходит одна и та же аналогия. Представьте, что вас наняли красить забор на даче. И вот вы красите, и к вам приезжает владелец этой дачи и говорит, я такую машину купил вчера классную, новую, посмотри, вот я себе Мерседес взял, давайте порадуемся вместе, мы же в одной лодке. Ты красишь забор, я машины покупаю, я богаче стал, ты на него смотришь. Но какое отношение твоя машина и твое богатство имеет к этому забору? Ты мне за забор заплати. Я покрасил красиво, или плохо, или хорошо, оцени мою конкретную работу. Твое личное богатство, то, что ты разбогател в процессе моей работы, пока я работал, ты богател, это меня только раздражает. И когда менеджмент приходит к программистам и рассказывает, что у нас новые бизнес-результаты, мы достигли того-то и того-то. Иногда бывает даже вешают на стену там какие-то показатели. У нас больше клиентов стало, у нас больше продаж стало. Но я на это все смотрю, как тот самый с кисточкой возле забора. Машина у него новая. Да я хочу спалить твою дачу, когда я это слышу. Ну, чисто у меня возникает такое ощущение. Зачем ты мне показываешь свои показатели? Ты мне покажи, как мы лучший код написали. Вот я, вот он, вот мы здесь сидящие в этой комнате. И премируй нас за это. Тогда мы поймем, что наш результат привязан к нашей выгоде, которую мы получаем. Так что вот эти связи бизнес-целей с целями программирования, это... Ну, не должен программист, думать о том, что я пишу хороший код, чтобы сделать хороший продукт, которым будут пользоваться люди. Он, если так будет думать, он так будет думать неделю. И будет все хорошо, пока он думает, что будут пользоваться люди. Но как только он увидит первую же ошибку в этом менеджменте, а он ее увидит, вы все прекрасно знаете, когда мы программисты, мы видим, какие проблемы у нашего бизнеса. И мы видим, как допускают ошибки другие люди. И мы из этих ошибок страдаем. Вот тут и возникнет все в обратную сторону пойдет. Пока все хорошо, будет хорошо. Пока у нас получается, я хорошо пишу код, вы хорошо продаете, у нас все вместе с успешный бизнес. Но это 1% случаев. В остальных же случаях у меня плохой код, где-то у меня что-то не работает, у нас какие-то даунтаймы, у нас какие-то провалы, баги. И у вас тоже баги, у менеджмента и у маркетинга. Этого инвестора вы не получили, здесь вы какой-то там грант не получили, здесь вы не получилось на рынок выйти, здесь у вас продажи упали. И я должен в ваших багах разбираться. Вы же ко мне не приходите, я же вас не наказываю за свои дефекты программирования. Почему вы меня наказываете за свои дефекты маркетинга? Не должно быть это. Я за персональную во всем, персональную, индивидуальную, четко измеренную ответственность. С каждым программистом так должно быть. Программисту нужно ставить четкую задачу, ограниченную во времени, ограниченную в скоупе, и его за эту задачу наказывать или поощрять. За эту задачу, а не за командный результат. Показывает опыт, что провалы стартапов, команд, они происходят в основном из-за человеческого фактора. Редко из-за технических ошибок. В основном это человек-человек. Один другому позавидовал, и все развалилось. Один на другого плохо посмотрел. Один увидел, что ценят другого больше, чем меня. Все. У него исчезла мотивация, он перестал кодить, он перестал работать. И мы потеряли миллионы рублей из-за такой вот вроде бы мелочи. Просто одному сотруднику, одному программисту сказали, что как здорово, что вот ты этот функционал написал. А рядом сидит другой, а ему этого не сказали. Хотя он знает, что написал такой же неделю назад. Или по сложности похожий. Все. Этот готов. Его можно вычеркивать. Он следующие 3 месяца работать не будет, а потом уволится. И ты не понимаешь, почему. Ты вроде бы ничего не сделал. Ты тот же человек. Повторить ты не можешь. Да, и ты не знаешь уже, и ты не знаешь, что случилось. А просто потому, что в какой-то момент ты не так посмотрел и не то слово сказал соседу, который сидит рядом с ним. Все.
Ты разрушил полностью у этого человека. Много раз такое со мной происходило, такой опыт. И ты потом начинаешь копаться через время, что с ним случилось, почему вот он был еще летом классный программист, от него было много кода, от него было все прекрасно, и вот он сидит в стороне, смотрит YouTube, и ему все наплевать, и ты уже никак его не вернешь. Ты с ним можешь митинги проводить, спрашивать, что случилось, он тебе будет какие-то истории рассказывать, что я там что-то подустал, у меня там чего-то, но что-то произошло. Где-то ты ошибся как менеджер. И когда у тебя размытая ответственность, и когда ты работаешь с людьми, как с людьми, то есть как в детском саду, каждого нянчишь, ты неизбежно совершишь такую ошибку. Нужно в командах айтишных работать с людьми, как с условно генераторами кода. То есть максимально объективно. Вот генерируется от тебя код, мы его померили, посчитали, положили, цифру на стене написали. Все. И это идет отдельно от того, какой ты человек. То есть отделить человеческие качества от его перформанса, от его продуктивности. И тогда значительно больше шансов удержать людей на своих местах, потому что они понимают, что ничего личного нет в том, что я им говорю. Если я кому-то говорю хороший contribution, то я это говорю, основываясь на таблице на стене. Все. Не потому, что он мне нравится, не потому, что он мой друг, не потому, что я его люблю больше, чем соседа. No. Это очень важно. Это чисто психология, на мой взгляд. Я так себе вижу и по своему опыту, когда я говорю, что мы потеряли так людей, ни одного, я за свою карьеру потерял так десятки людей. И потом понимаешь уже через время, что, видимо, я где-то что-то не то сказал. Что, я уже не верну это, я уже не повторю эту ситуацию, все, человек ушел. Хотя был еще буквально полгода назад классный контрибьютор, на него ставку делали, считали, что он бах, исчез. Что это было? I don't know. Так и вдогонку тогда вопрос, что при работе в лаборатории Huawei приходится ли тебе выступать в роли наставника, ментора для своих сотрудников? Я не выступаю как наставник. Мне не очень кажется это правильным быть прямо так наставником. Я думаю, что люди просто учатся друг у друга и копируют поведение друг друга, как дети. Вряд ли какой родитель скажет, я наставник своему ребенку. Какой наставник? Просто он учится и смотрит, как что происходит, и копирует, и делает то же самое, если ему нравится. Если не нравится, не делает. И плюс в больших корпорациях, как я это уже понял, там человек, все-таки меньше человек, чем в малых командах. Если в малой команде вокруг вас всего 5 сотрудников, и это вся ваша команда, то в вас больше человеческого в общении. В больших корпорациях люди ротируются, пришел, ушел, из отдела в отдел, найм происходит очень формально, увольнение очень формально. То есть это как в армии. Можно сказать, что там командир батальона является ментором или наставником для своих солдат. Наверное, является, если это в кино. Но в реальности ему выгрузили из военкомата 100 человек. Они перед ним построились, он им сказал, бежим туда, они побежали. Все умерли. Следующих выгрузили. Он не успевает быть им наставником. Он же не живет с ними 5 лет в одном окопе. Это в кино так происходит. В реальности это просто поток. Приехали, уехали, приехали, уехали. Он их посчитал по фамилиям, перечислил и сказал эти роют окоп, а эти бегут влево, эти вправо. Все. Успеют они из него наставника увидеть, они сами. Замечательно. Увидят они в нем какие-то качества за эти условные пару недель, которые они с ним общаются, или пару месяцев. Им повезло. Но так, чтобы специально нарываться в наставники, я думаю, в больших компаниях это себе только вредить себе, потому что будешь вкладываться, будешь думать, что я сейчас, это мои дети, и я им должен отдать все, а потом они раз и все поувольнялись, пошли в соседнюю компанию. Ты спрашиваешь, куда же вы, дети мои? А он говорит, так оффер дали на 20 тысяч больше, папаша. И все, и ты на него смотришь, и как же мы тут думали, да ему плевать на тебя. Он собрался и перешел в соседний офис. У него нет никаких привязок к тебе эмоциональных. А у тебя к нему есть. Ты думаешь, ты его ментор. Да он успеет что-то научиться чему-то, и хорошо. Я думаю так. Нужно просто самому кем-то быть, что-то такое цельное, что-то ценное давать в процессе работы, выдавать из себя. И они пускай учатся. Возвращаясь в Академгородок, раз уж мы здесь, наверняка ты знаешь, что у нас была интересная команда, которая делала свою GVM. Это компания Excelsior. Ее корни еще в 80-х годах. Это из научного института местного выросла команда. И, наверное, ты знаешь, что ее купил Huawei несколько лет назад. В итоге купил Huawei, а не какой-нибудь Яндекс или ВКонтакте или даже Росатом. Да? То есть никто почему-то в России из топов не спросил себя, может быть, это была бы наша национальная GVM,
да, вот ребята делают, они в этом спецы, у нас был бы свой национальный вот такой продукт. Вот. И в связи с этим вопрос, как ты считаешь, ну то есть Россия потеряла такую разработку, а в итоге ребята, которые здесь учились и работали десятилетиями, они в итоге укрепили компанию Huawei китайскую, а не как бы, собственную страну, грубо говоря. Вот. Вопрос в том, как ты относишься к тому, чтобы работать на такие сторонние корпорации. То есть цель у тебя все-таки контрибьютить в человечество, то есть улучшать человечество, или все-таки усиливать страну, да, в корпорации, в которой ты работаешь? Вот такое, может быть, это такой чувствительный вопрос, но вот есть ли такое противоречие? Вопрос содержит большую часть ответа. Я именно это и хотел сказать. Я лично для себя вижу смысл только в контрибьюшене в индустрию, а не в страну. В плане айтишника. Если бы я был, может быть, агрономом, я бы как-то по-другому мыслил. Но в IT я не вижу... У меня нет никакого уважения, вот так скажу, может быть, провокационно, нет никакого уважения к термину «страна». Мне кажется, он, во-первых, себя также исчерпал, как классическое образование. Он к нам пришел из каких-то далеких древних времен, средневековых, страна, когда разделение людей на группы и территории было выгодно вассалам, которые эти территории контролировали. Этот в моей стране, а этот в чужой стране. У меня возможность есть налоги собирать с этих товарищей, а с тех уже нет возможности. Эти будут меня защищать, когда придут те, эти мне должны, у них есть воинская повинность и так далее. Это механизмы ограничения свобод людей ради правящего класса. Для этого страны были придуманы. Если убрать вообще все границы и страны, то у нас во всем мире будет одно правительство, одна полиция, одно медицинское здравоохранение, все будет одно. Сократится во много раз количество чиновников, сократится упростится управление. Все, многое исчезнет, многие проблемы. Не будет больше таможенных пошлин, не будет больше ничего того, что мы имеем как нагрузку на себе, мы трудящиеся. Поэтому говорить о том, что вот мне важно в Россию контрибьютить, а вот в Китай я контрибьютить не буду, а вот в Америку тоже не буду, потому что у меня какие-то национальные чувства. Мне кажется, это какой-то пережиток прошлого, так мыслить. Это первое. Вот я работаю на китайскую компанию уже 5 лет. Я не знаю, кто на кого работает. Они на меня или я на них. Потому что я делаю, мне кажется, полезные вещи для человечества. И они мне в этом помогают. Я, работая там, получаю массу удовольствия от того, что я программирую, от того продукта или продуктов, которые я делаю. Этими продуктами в потенциале или уже пользуются люди изо всех точек мира, назовем так, не стран мира, а изо всех территорий, которые существуют на земном шаре. И помогает мне в этом Huawei. Здорово же. Если бы я работал, например, на какой-то там киоск, находящийся в Пекине, который продает сосиски, сидя здесь, и для них писал какой-то код там для бухучета, можно было бы сказать: слушай, зачем ты этому киоску помогаешь? У нас тут такой свой есть, вот в Новосибирске стоит, тоже сосиски продает. Давайте помогать ему. Но я не это делаю, не такой продукт мы делаем. Мы делаем продукт, это же глобальная корпорация Huawei. Купила эту виртуальную машину. У нее еще 3 виртуальные машины у Huawei. Нужно будет еще 4 купить, другие виртуальные машины. В корпорации только зарегистрированных 200 тысяч человек работает. Это больше, чем в Google, больше, чем в Амазоне. Это как город, эта корпорация. Кто был в Китае, у них есть станция метро Huawei называется. В Шэньчжэне. Это огромная корпорация, объединяющая. И дело не в том, что она огромная и богатая. И мы должны прям думать: боже, какой-то капиталист такой богатый. Дело не в этом, а в том, что она просто социальную функцию выполняет. Она как социум, как микросоциум. Он уже не микро, достаточно большой социум. И да, этот социум теперь своими ресурсами будет помогать доразвивать эту виртуальную машину. Люди-то остались здесь, эти ребята, которые из этой команды, они-то остались в Новосибирске, их же не забрали. Да даже если бы их забрали, переехали бы они туда, вернулись бы они обратно. Зачем нам эту границу пытаться сохранить? Если бы это было... Просто сейчас ситуация, может быть, немножко накаляется, может быть, отсюда этот вопрос. Все-таки граница, например, с Америкой, она становится все жестче. И, например, можно сказать, что ребята, уезжающие отсюда в Америку, они, условно говоря, начинают помогать тем, кто потенциально может ракетой выстрелить, в обратную сторону.
И тогда вопрос, стоит ли нам также действовать. Может быть, нам не надо их отпускать и как-то пытаться удерживать их, потому что там прям явно проявленный враг. Но, как я уже сказал, я считаю, что эта враждебность, она искусственная. И ситуация с IT это подтверждает. Айтишники не враждуют. В IT-сфере не разжигается конфликт, по крайней мере сейчас. Может быть, через год я пересмотрю это видео и буду очень сожалеть, что я... С Барухом Садогурским ты дружишь еще? Ну, мы как, дружим, но он просто уехал, насколько я знаю. Но такой прям дружбы нет. Но да, он на другой стороне океана находится. Но он все равно контрибьютит в ту же Java комьюнити. И пользу приносит, там он сидит. Пройдет время, приедет сюда, будет здесь пользу приносить. Мне не нравится вот идея разделения на страны в принципе. Потому что мне кажется, что это выгодно только тем, кто страны организовывает, но не тем, кто в них живет. Мне было бы очень выгодно, если бы границы стран были бы исчезли, и не было бы больше ни Казахстана, ни России, ни Китая, ни Америки. Это все была бы одна планета Земля с одним центральным правительством и одной системой здравоохранения, банковской системой, полицейского управления. Все. А дальше только трудиться. Сразу бы мы 99% чиновников бы отправили либо на пенсию, либо на заводы, пускай пользу приносят. И все, и это было бы... Но этого не случится, потому что это невыгодно тем, кто в правящем классе находится. Но нам-то, мы-то айтишники, мы же не из этого класса. Давайте мы перестанем говорить «страна», «моя страна». Весь этот патриотизм и национализм, мне кажется, что он для телевизора, но не для нас. Что культурное наследие, да, когда более важная, более сильная страна приходит в другую страну, она поглощает более слабую страну и теряется на историческом на исторической линии. Если там Китай захватит Россию, то от русской культуры может и не остаться ничего. Вот. Она интересна, неинтересна русская культура. Вот такой вопрос. Я думаю, что это вопрос хороший, да, это хорошее замечание. Я думаю, что было бы здорово, конечно, сохранять культуру, наверное. Но давайте посмотрим, двинемся 100 лет вперед, в 200 лет вперед. Давайте говорить категориями такими, сотнями лет. Можем ли мы в такой далекой перспективе какими-то усилиями или какими-то полицейскими мерами, типа границы таможенного контроля, действительно удержать, например, русскую литературу от исчезновения? Может быть, какие-то другие должны быть механизмы? Китай нас и так захватит. И так уже, не знаю, в Москве, на Арбате каждый второй прохожий, пешеход – это китаец. Мы там работаем, у нас офис недалеко от Арбата. Каждый второй гуляющий человек – это китаец. И так не было. 5 лет назад было не так, их было значительно меньше. Сейчас очень много китайских туристов. Я не знаю, то ли они туристы, то ли они бизнесмены. Я тоже думал, что это наши сотрудники, но нет, это просто китайцы. Это просто граждане Китая, которые приезжают сюда массово. И в гостиницах их много, это происходит. А поезжайте в Нью-Йорк и посмотрите, сколько там, не знаю, белых людей. Поезжайте в Париж, посмотрите, сколько осталось французов. Но это проценты уже небольшие. Если так работает, вначале мы удивляемся, если чернокожий пройдет, вот так вот это происходит и так. Со временем это будет восприниматься нормально. И как мы это остановим? Как мы можем это... Может быть, это естественный процесс. Да, их становится больше. Их, это в смысле людей, которые не коренные жители России. Они могут быть отовсюду. Их становится больше. Но, видимо, это естественные процессы на планете Земля. Можем ли мы их остановить карточками, паспортами? В рамках одной жизни мы можем немножко приостановить, да, мы можем как-то повлиять на это. Но я думаю, что лучше потратить деньги на какие-то другие механизмы. На то, чтобы русскую культуру, например, сделать более привлекательной, как для местных жителей, так и для прибывающих китайцев, индусов и американцев. Как это сделать? Вот это интереснее задача. Да. Китайцы, например, у них есть их письменности, иероглифы, на которых они пишут. И у них там есть институты, или даже целые институты сохранения иероглифической письменности. Потому что она рискует исчезнуть. Потому что у них появился пинyin, это латиница, можно латиницей записывать китайский текст. И очень вероятно, я так считаю, лично я, немножко как-то изучая китайский, что еще лет 50 и иероглифы исчезнут. Они просто будут не нужны. Потому что они избыточны, они реально являются каким-то пережитком прошлого. Можно все то же самое выразить латиницей. Зачем запоминать эти тысячи этих картинок? Но они пытаются ее сохранить. Как? Они институты сделали. Я даже видел памятник
в каком-то там их городков китайских, где прям памятник, где написано, что мы, значит, боремся за иероглифы, и вот это памятник иероглифу. Мы, значит, должны спасти нашу культуру. Не спасут они ее, потеряют они ее все равно. Как исчезли древние языки, как исчезли, не знаю, древние города. Все это процесс эволюции. И выживет сильнейший, выживет тот, кто достоин выжить. Так что, думаю, нам не стоит сфокусироваться на ксенофобии какой-то и пытаться вытолкнуть иногородних, иноверцев с нашей земли. Ну вот я стал учить китайский язык 5 лет назад. Почему? Ну потому что чувствую, что они сильнее и умнее становятся, эти китайцы. И мне же захотелось узнать их культуру. 10 лет назад мне они были совершенно параллельны, эти китайцы, потому что это была нищая страна, ну там 15 лет назад. И я их язык, ну смешно было его учить даже, зачем. А сейчас вроде бы кажется и стоит разобраться, что это такое. Это совершенно, я вам расскажу в 2 словах, совершенно уникальный язык. Несколько фактов приведу, а вы в своей голове сложите, что происходит. Значит, смотрите, у них первое, что интересно, у них нет алфавита. То есть, представьте себе, что у вас в языке не 33 буквы, как у нас, а 33 тысячи букв. Вам нужно в школе запомнить 33 тысячи букв. Не А, Б, В, Г, Д, а потом из этих букв склеивать слова. А у вас на каждое слово своя картинка. Каждая буква – это своя картинка. Буква А картинка, Б, В и так далее. И каждая картинка значит какое-то свое слово. Кошка – это такая картинка, собачка – это такая картинка, домик – это такая картинка, мужчина такая, женщина такая и так далее. И так вот несколько тысяч, десятков тысяч картинок. Это первое. Интересный факт. Огромный алфавит – это язык без алфавита, единственный в мире. То есть как будто бы они не изобрели алфавит, не сообразили, что нужно его изобрести. Вроде бы все остальные изобрели, а они остались с этими иконками. Второе. У них нет пробелов. Нет такого понятия, как пробел в языке. То есть все картинки выстраиваются просто в один ряд. Картинка за картинкой, за картинкой, за картинкой. И дальше вы, читая этот ряд картинок, должны сообразить, где же ставятся пробелы. Потому что пробелы есть. Одно слово – это 2 картинки вместе, другое слово – это 1 картинка, третье слово – это 3 картинки, потом опять 2, потом 1. Но где эти пробелы, вы не знаете. Вы просто читаете один сплошной ряд картинок. И ваш мозг должен декрипт эту историю. Причем, что интересно, это может быть, допустим, 4 картинки, это может быть слово и слово, то есть пробел здесь, а может быть слово и пробел здесь, а может быть вот так. То есть самые разные варианты. Как именно вы склеите, от этого будет зависеть то, что вы прочитали. И вы можете ошибиться, вы можете неправильно склеить. То есть у них нет пробелов, это второй интересный факт про язык. Третий, у них нет имен собственных. У них нет Саша, Петя, Сережа. Мы все это выдумали. У нас есть там Джефф, Эрик, Сара, Егор, Оля. Егор нет такого существительного в русском языке. Нет существительного Оля. У нас все имена – это совершенно отдельные имена нарицательные. Ну, за редким исключением. Есть, допустим, имя Лев. И это же животное. Но таких кейсов у нас, наверное, 1 на 1000. А у них в принципе нет имен собственных. То есть у них все имена – это маленькая кошечка, там, великий лев, там, добрый царь, или там, не знаю, понедельник и так далее. То есть вы, читая этот текст, вы встречаете слова, и в какой-то момент это слово будет означать человека, имя его. Допустим, вы читаете «маленькая кошечка зашел в дом и съел большую собаку». Так вот, оказывается, что эта маленькая кошечка зашел в дом а потом съел большую собаку, это тоже имя. Вот вы должны понять, что то, что вы увидели, это не существительное и не глагол, а имя собственное. Такой третий интересный факт. Как у индейцев было, да, там зоркий глаз, там острый коготь, вот как-то у них так тоже склеивается из тех же существительных. Еще следующий интересный факт. Для того, чтобы представить иностранное слово, допустим, Starbucks, или, допустим, Макдональдс, или, допустим, Москва, это слова, которых у них не было раньше, они по звуку, как это звучит, они начинают подставлять, создавая написание этого слова, они подставляют те звуки, те иероглифы, которые они знали. Допустим, там, Starbucks это у них синбак. Starbucks, ну так примерно, синбак. Они взяли слово син, они слово ба и слово к. И склеили синбак. Получилось 3 слова. Но каждое из этих слов значит что-то другое. Ну, я не знаю, что именно. Там, син это может значить там, небо, ба это может значить солнце, а к это может значить стул. И вот получается солнце, небо, стул – это Starbucks. И вы, читая текст, встречаете солнце, небо и стул, должны понимать, что в этом случае это не солнце, небо и стул, а это звучит как синбак, а это Starbucks. То есть ваш мозг работает значительно более интенсивно, читая китайский текст.
Это не так просто, как изучая испанский, изучая любой другой язык. Еще один, пятый интересный факт. Иероглиф, когда вы видите, вы не знаете, как он читается. То есть, если вы выучили, допустим, начинаете учить испанский язык, вы не знаете по-испански еще практически ни одного слова, но вы на первом же занятии изучите алфавит. И на втором занятии вам расскажут, как читаются испанские тексты, правила чтения. И вы, зная правила чтения, выйдете на улицу, увидите вывеску и сможете прочитать ее, не понимая, что там написано. Вы не понимаете, что это значит, но вы понимаете, как это звучит. В китайском это не так. Вы видите вывеску, там 5 иероглифов, вы знаете из них один, он звучит син, все остальное вы не знаете. Для вас темный лес, как это прочитать. Вы не можете это произнести, вы просто на это смотрите, ну вот и все. И на этом точка. И что интересно, что многих иероглифов не знают с нами сами китайцы. И грамотность китайца заключается именно в том, какое количество этих картинок он зазубрил в школе в начальной. И если китаец неграмотный, то он именно сейчас, вот в 2024 году, он смотрит на эти картинки и прочитать не может. Он читает каждое второе из них. И если ему повезло, и он угадал, о чем речь идет, то он прочитал и понял, о чем речь. Но он может не угадать. И что интересно, еще один факт, что они продолжают придумывать иероглифы. Иероглифы продолжают появляться. То есть язык живой, и эти картинки появляются. И часто бывает так, что владелец кафе, например, называет свое кафе 3 иероглифами, 2 из которых он придумал сам. И читайте их как хотите. Смысл... Это я слышал, последний факт, это мне рассказывали там преподаватели китайского, ну что действительно ты можешь увидеть иероглиф, на котором прикольные всякие полосочки, прикольно он нарисован, но смысл его знает только тот, кто его придумал. Вот такой язык. Вот как это все можно... Это я вам рассказал такие funny факты. Есть еще факты, там эти тона у них есть, но про это вы, наверное, слышали, что произносится все, там нужно петь фактически, нужно спеть предложение, а не произнести его. То есть можно повторить все звуки правильно, но поскольку вы не выдержали правильность звучания, то вас совершенно не поймут даже близко. Ну, это... Если я еще не ошибаюсь, в разных провинциях разные слова. Да, еще один интересный факт. Да, у них есть, да, вот что еще интересно. Письменный китайский, вот эти картинки, они во всем Китае везде одинаковые. В Китае, в Тайване, в Гонконге, везде одинаковая письменность. Но картинки эти в разных территориях читаться могут совершенно по-разному. То есть представьте себе, что я вам написал на русском языке текст, я вам написал, не знаю, допустим, «Добрый вечер». Но я в своей провинции букву «Д» читаю как букву «К», букву «О» как букву «У», букву «Б» как букву «А». То есть у меня полностью перепутано чтение. Причем не так, не чуть-чуть перепутано, типа нам «А» на «О». А я просто вместо «Добрый вечер» читаю «Всем здоровья», например. Но прочитал я «Добрый вечер», но произнес совершенно другое. И вот это вот разница между произношением, допустим, в Гонконге и произношением в Пекине. Настолько они совершенно не совпадают. И человек, который из Гонконга, он не может понять ни одного слова, что говорит человек из Пекина. Но написать может. То есть он напишет, передаст ему, и тот знает, как произносить по-своему эти звуки, и он поймет абсолютно все поймет. И таких произношений у них, таких вот сильных диалектов, разнящихся совершенно, у них там не один. Но точно знаю про Гонконг и материковый Китай. И вот есть основной язык, мандарин, этот материковый Китай, на котором язык этого центрального Китая, на котором говорят, который мы учим. Но в Гонконге говорят на полностью инверсированном каком-то совершенно другом языке. И вот вся эта история, которую я вам рассказала, она вот планирует мир захватить с этим языком. И мы будем это все учить, и как-то мне очень сложно вот смириться с тем, что... И притом они еще, что интересно, когда они пишут эти все свои слова иероглифами, у них слова и так короткие, обычно по 2 звука. То есть обычно в китайском языке слово это 2 иероглифа. Это самый типичный. Иногда 1, иногда 2 чаще всего, иногда 3. 4 это очень большая редкость. И вот из 2 иероглифов. Так вот они частенько из этих 2 иероглифов 1 убирают вообще, выбрасывают. То есть произносят вообще 1 иероглиф из 2. И получается, когда читаешь предложение, то ты должен еще в уме успеть раскриптовать и понять, что здесь стоит 1, но там предполагалось 2. И 1 из иероглифов просто упущен, потому что они зачастую это упускают. Почему? Потому что им так мелодичнее. То есть они очень большое внимание обращают на мелодичность звучания своего текста. Им не столько важна грамматика, как, допустим, в немецком языке. Как бы ужасно ни звучало, но мы будем продолжать до конца договаривать эти все длинные, сложные такие
стучащие слова, то китайцу важно, чтобы была напевность. Иногда даже вставляются слова, например, в конец предложения, не имеющие никакого смысла, но просто для того, чтобы выдержать ритмику, выдержать такую некую поэзию языка. Вот так. Вот вам про китайский язык. Давайте про Java. Давайте про Java обратно, да. Там в вопросе. Смотрели? Какой топ-1 фича какая-нибудь? Я не смотрел, нет, не смотрел. Я так не слежу прям интенсивно. А какая там топ-фича? Ну, я не знаю. Я не наблюдаю за этим. Я просто цифру меняю там в пайплайне, и оно становится повыше. И давно я следил, там, в 9-й Java я еще следил, вот 8-я, 9-я мне еще было интересно, 11-я я посмотрел. Но они стали так часто выпускать эти версии, что... Раньше же не было такого. Ну, мне кажется, это не очень хорошо. Раньше как-то это медленнее, там одна версия 6-я отличалась от 7-й, там была огромная разница, это было две разные платформы. 7-я от 8-й тоже огромный прыжок был, там много чего добавили. А сейчас просто меняешь цифру в деплойменте, и она... Не, ну если по LTS посмотреть, там все равно идет. Идет, да, но мы не обращаем внимания, мы не используем новые фичи. Я помню, что когда 8-я вышла, мы сразу стали их использовать. Нам стало сразу интересно. Лямбды там эти, стало все очень заинтересовало. Да. А сейчас... Пошли. А есть по личному наблюдению, какой промежуток требуется языку между одним и вторым стандартом, чтобы разница между ними была существенной? Ну, какое-нибудь эмпирическое правило, эвристическое. Ну, объем какой-то фич должен быть более-менее крупный, чтобы... По времени я бы не измерял по времени, да. Это объем фич. Но мы когда язык разрабатываем, мы 3 раза в месяц можем выложить. Если ты что-то не пускаешь, значит ты отстаешь, да, если ты стагнируешь, то деградируешь. Такие настроения. Не знаю. Мне не кажется, что Java нужны эти все фичи. У меня такое ощущение, что это ее не улучшает. Вот у меня вопрос про культуру, языки. Ага. И мне вот интересно, если ты сталкивался с разными разработчиками, то есть меняется ли как-то специфика, как человек пишет код или там разрабатывает какие-то структуры языковые там, или там, в зависимости от именно культуры своей, то есть китайцы, они как-то по-другому пишут код? Не, или то же самое. Или это наоборот универсальный? Мы тоже думали, что они по-другому пишут, но если открыть их код, то там, в принципе, то же самое, что и наши пишут. То же самое. Единственное, они комментарии ставят на китайском. Вот это проблема большущая. И их не переучить. Сколько мы не говорим им, сколько мы не просили не писать комментарии на китайском, они пишут. Есть и русские такие программисты. Мне бывает в open source приходят pull-реквесты, где комментарии на русском языке. Я с таким сталкиваюсь раз в несколько месяцев. Я это все показываю коллегам и говорю, посмотрите, что люди делают. То есть он приходит на GitHub, открывает там аккаунт, делает pull request в полностью англоязычный проект, и там мне комментирует код на русском языке. Ну, как он это себе видит? Именование переменных. Да, то же самое, все то же самое. Ну, в смысле, они, если так же ты делают. Там, программируешь, Да. то он готов, или он там транскрипция вот на этом. На пинине на этом, да? Не, они пишут на английском. Им нравится вообще английская культура. Они тянутся в сторону англокультуры. И я так это понимаю, что когда они пишут на Java, то они как бы присоединяются к мировой культуре, которая англоязычная. И им нравится там все называть на английском. Но почему-то комментарии, они, может быть, стесняются своего английского, может быть, в этом дело. Потому что китайцы, у них английский хоть и преподается в школе, но у них он крайне не развит. Они меньше, чем в России, мне кажется. Если в России я подойду где-то в кафе и попрошу кофе на английском, то, мне кажется, во многих кафе в центральных городах меня как-то разберутся со мной. Но в Китае это будет полный ступор, просто стоп. Она не поймет даже hello. Он там, кто там был. Даже hello. Это просто ноль. Можно даже не пытаться. Они, может быть, пойдут куда-то и приведут кого-то, кто сможет сказать пару слов. Но так, чтобы каждый из этих человек, то нет. И у программистов то же самое. Сколько в офисе Huawei я встречал, просто подходишь к программисту, который сидит за столом, и пытаешься с ним на английском поговорить, тишина в ответ, и с тобой не коммуницируют. Мы можем сказать, что то есть IT и программирование — это как раз то пространство, где вот эти стираются вот эти разницы, да, конечно. мировоззрения и да. языков. Да, очень сближает, конечно, да. То есть это наоборот сближающий. Очень, фактор. да. И так это же хорошо, да, конечно. Но мы друг друга понимаем. На Java разговариваем больше, чем на английском. Работать с ними хорошо, они кодят хорошо, они трудолюбивые. Где-то я говорил в интервью, что один китаец, он вроде бы кажется
как бы слабее, как программист, как один русский. Вот если посадить такого среднего русского программиста и среднего китайского, кажется, что китаец будет слабее. Но если посадить 10 китайцев в команду и 10 наших программистов, то они будут на голову впереди по производительности. За счет того, что они Коллективные, они все трудолюбивые, да, они все будут трудиться, они все будут приходить вовремя на работу, они все будут закрывать свои задачи, они будут все идти примерно в одном направлении. У нас будет вот такое, да, у нас будет сразу какая-то драка между людьми, какая-то внутренняя конкуренция, какая-то будет динамика такая деструктивная. А китайцы дадут больший результат. Если бы нанимать команду, то я бы брал китайцев. Это, возможно, еще такой эффект, как вот у нас 10 человек, я один, если я не буду работать, остальные 9, они же работают. Да. Может так, От да. меня ничего не зависит. Да. И так думает каждый, например. Может быть, Может да. быть, в менталитете. Да. А это уже в генетическом коде или это воспитывается со школы? Я думаю, что они воспитывают это. Я думаю, что у них эта культура такого коллективизма и трудолюбия, она прививается им с раннего детства. Может быть, конфуцианство, да. Мне так показалось. Мне кажется, культурный, да. Они не рождаются, конечно, такими, их культура такими делает. В офис Huawei в 9 часов утра приезжаешь, и стоит огромная очередь на улицу к лифту. То есть лифт, там 4 или 5 лифтов, и они все загружены, и вот они все вовремя на эти лифты. Где у нас такое? У нас в 11 часов половина людей нет в офисе еще. А там стоят, я просто специально не приезжал в 9 часов, потому что я не могу так долго. Они стоят 30 минут к этому лифту, ждут, пока он их поднимет. Высокие там здания, 40 этажей, небоскреб, в котором один из наших офисов. И вот они выстраиваются в очередь, все ровненько. И на обед то же самое. На обед опять очередь, они все ровненько идут на обед, всей гурьбой вовремя. И так продолжается месяц за месяцем. Сообразите вы уже, приезжай ты попозже и уезжай ты, допустим, тоже попозже. Иди ты на обед, не в это время, а немножко в другое. Логично же, я так делал. Я ждал, пока все пообедают, и потом у них там в 12 они идут на обед, в 2 потом в 12 они идут, в час они возвращаются в офис, потом они все спят в офисе. У них такая процедура, выключается свет, и весь офис достает раскладушки и спят целый час. С 12 до часу, с часу до 2, то есть, да. Тихий час. В 2 часа включается свет в офисе, играет музыка, все просыпаются, собирают раскладушки и работают. И это строгий такой режим. Но надо понимать, что когда все идут в 12 на обед, загружены все лифты. И тебе придется идти пешком по лестнице, и обратно в час дня после обеда все поедут на лифте, и ты будешь стоять в очереди. Пойди ты на обед попозже или пораньше. Нет. Я был там в течение нескольких лет, одно и то же повторяется. То есть абсолютно люди дисциплинированно действуют по регламенту. У вас есть какие-то точки зрения из-за этого? То, что я прихожу в 11, Они уже к нам привыкли, Пытались сначала как-то дисциплинировать нас, удивлялись. Они даже не то чтобы ругались, они удивлялись. Они спрашивали, а как это сотруднику сказали в 9:30 быть на работе, а как это половины людей нет? Что-то случилось, может быть? Мы им говорим, да нет, ничего не случилось, спят. Они такие, как спят? Им же сказали в 9:30. То есть китаец не понимает, что нашего нужно заставить. То есть пока не будет наказания четко сформулированного, никто не будет ничего выполнять. А они считают, что достаточно, что начальник сказал. Просто один раз e-mail написал, и все целый год ходят в 9:30 ровно минута в минуту. А у нас... а потом они привыкли, поняли, что с нами ничего не поделать. Потому что все такие. Не то, что там один какой-то, а просто все, кто... никак нас не задисциплинировать. Плюс еще наши же объясняют, это у нас культура такая, вы поймите, да, это у нас менталитет такой, все непросто, вы на нас не давите, мы вот так вот. На самом деле мы бездельники просто, в моем понимании. А те трудолюбивые. Можно вопрос как раз в тему культуры, управления, организации? Знакомы ли вы с таким подходом классификации культуры лидерств, как спиральная динамика называется? Может быть, слышали? Термин слышал, если дальше расскажете. Там много чего можно рассказывать, но мне просто хотелось уточнить, узнать, как вообще в Huawei, какая культура руководства, лидерства, может быть, в вашем подразделении какая культура, насколько лидер, он такой жесткий, либо это командная больше работа, либо это лидер как такой отец, всех подобрал себе под крыло, его слушаться, либо это больше какой-то культура успеха, где нужно побеждать, завоевывать там лучшие позиции, места, или это может быть это вообще культура такой Huawei, это такая большая корпорация, все просто счастливы, что они там работают, и все гордятся этим, и почитают, высоко почитают, грубо говоря, да, и радуются, что они там принадлежат этой компании.
Вот как вообще? Просто если не знакомы, то как мы... Ну, как я... Эта тема очень интересная. Направление. Мгм. Как я понимаю китайскую ситуацию, у них они приходят в Huawei, и куда бы они ни приходили, в любую другую компанию, уже с пониманием того, что сказал начальник, то и нужно делать. И если начальник сказал, что мы в 9 на работе, значит мы в 9 на работе. У него нет даже мысли, у большинства, может быть у кого-то есть, но у большинства нет даже мысли о том, что можно ослушаться начальника, что можно спорить с начальником. Вот китайские митинги — это когда сидят все в комнате, технические митинги. И там разные люди, в том числе руководитель. Все там что-то обсуждают, в конце все затихают, и руководитель говорит, как мы будем делать. Все спокойно слушают и расходятся. То есть слово всегда конечное за руководителем, он всегда прав, и с ним... У нас же это что угодно. У нас могут спорить хоть с директором компании, считая, что это, значит, открытость мнений, в общем, это хорошо. В Китае совершенно не так. У них сразу вот эта иерархичность и как сказать, вертикаль подчинения, она вшита в их мозги. И поэтому легче управлять. То есть, если вам дадут такую группу, в которой все члены группы уже готовы вас слушаться абсолютно беспрекословно, что бы вы ни сказали, ну, наверное, будет неплохо, да, с такой группой работать. И при этом они еще и не против высказать свое мнение, пока вы их спрашиваете. То есть вы у них спросите, что вы думаете, они все расскажут, потом вы все это примете и скажете: окей, я понял, а делать будем вот так, учитывая все ваши мнения. Они скажут: окей, и разошлись работать. Ну здорово же. У нас же совершенно не так. У нас нужно тратить 80% времени на усмирение команды. На то, чтобы этих бездельников заставить идти в одном направлении, грести в одном. А потом они начнут грести. Потом они погребут немножко и опять начнут в разные стороны. И опять нужно их всех собрать, кого-то наказать, кого-то уволить, с кем-то поговорить, кого-то узнать, а почему он выгорел несчастный, кого-то узнать, почему он хочет в другую компанию перейти. В общем, разбираться с социальными вопросами, вместо того, чтобы сфокусироваться на работе. В Китае ощущение такое, что 90% времени мы о работе, а 10%, иногда бывают кейсы. Иногда кто-то хочет там уволиться, кто-то выгорел, кому-то что-то не нравится. Но это в общем, мало этого. И это вот разница такая. И потом представьте себе этих китайцев, приходящих к нам со своим этим пониманием, что у них начальник это царь и бог. И тут они попадают в нашу территорию, а наши им рассказывают: да пошел ты. И он не знает, что делать. У него нет инструментов. Его этому не обучали в институте и в предыдущие все 20 лет работы в Huawei. И это поэтому китайцы удивлены. Очень часто у них удивление. Они не злятся даже, они просто поражаются. Как вы здесь вообще работаете? Я представляю, что они между собой говорят, обсуждая нас, русских, видя эту всю ситуацию, такой безнаказанности зачастую, особенно в IT. Это же масса шуток о том, что эти сеньоры, они же совсем по-хамски себя ведут зачастую, и управлять ими очень тяжело. И китайцы это наблюдают. И... Может прокомментировать? Это очень похоже на культуру принадлежности. Есть такое в этой классификации спиральной динамики. Такая первая базовая культура, где вот лидер, он как отец для всех. Как раз эта часть восточной культуры, там очень сильна эта тема почитания предков, старших почитания, там как бы вообще это противозаконно, там как-то старших не уважать или относиться как-то к ним предвзято. Поэтому, наверное, здесь такое отношение, что легко. И это очень хорошо для менеджмента. И о чем же речь? Культура, черт с ним, допустим, это было бы у них там, допустим, не знаю, там, в личной жизни, но это приходит в менеджмент. И, конечно, менеджеру значительно легче, если под тобой 1000 человек, допустим, и вся 1000, все в одном направлении гребут. Это же здорово. Конечно, они доплывут дальше, чем мы. Как тогда распознать лоботряса, когда принимает на работу HR, руководитель, чтобы пришел русский парень, а он лоботряс, который будет приходить в 11, не в 9:30? Нам нужны другие методы управления. Конечно, нам китайские методы не подходят. Нам нужно кнут и пряник. Это не очень удобно, потому что китайцу нужно много пряника, и кнут можно не так сильно использовать, потому что кнута не нужно его пугать. Он и так достаточно напуган уже своим культурным кодом. А нашего нужно постоянно наказывать. Он по-другому не понимает. Нужно постоянно объяснять человеку, что будет, если нет. То есть мало сказать: вот тебе задача на неделю. Нужно еще добавить: а что будет, если ты ее не выполнишь? Потому что если этого «а что будет» не добавлено, то в конце недели ты ничего не получишь от него. Или получишь объяснение, что он плохо себя чувствовал, он выгорел, и вообще ему нужно побыть одному. А ты делай, чего хочешь с этим. И я понимаю, как тяжело стартаперам жить, которые нанимают сотрудников.
Нанимают, а потом пытаются из них хоть что-то выжить, потому что и чем выше уровень сотрудника нанимаемого, тем тяжелее. Когда джуниоров набираешь, они еще как-то пугаются, боятся, они не хотят оказаться на улице, у них небольшие зарплаты, они за них держатся. Но когда берешь там какого-нибудь с 15-летним опытом, то он наглый и ни черта не делает. И пытайся, и танцуй вокруг него. И вот ты вокруг него пытаешься как-то что-то выстроить, чтобы он там хоть как-то эти кнопки нажал и свою экспертизу применил. Ну, отвратительно это. Я сочувствую стартаперам и сам таким был, и понимаю, что... И для этого, именно для этого Zerocracy, может быть, кто знает, платформу мы и создавали. Именно платформу, которая помогает с этими лоботрясами что-то сделать. Что именно? Разбить задачи на микрозадачи, каждую микрозадачу ему выдать и за каждую заплатить ему деньги. А дальше пусть он делает, чего хочет. Не нравится ему, спать он хочет, не выгорел он, мне плевать. Я на одну задачу найму 3. И один из них справится. И одному из них я заплачу, остальным не заплачу. Другое дело, что 1 из 10 только хочет работать так, потому что он найдет место, где можно не так работать, а по классической схеме. Но хочется, чтобы на такую схему перешли в перспективе все компании. Еще вопрос про оргкультуру. То есть про как это влияет на инновации. То есть отчасти слышал такое мнение, что китайцы хороши там, в копировании, то есть, что когда уже есть какой-то аналог, они могут очень легко это скопировать. Но глядя, например, на то, как развивается сейчас, допустим, рынок электромобилей, да, там, когда у них там огромная конкуренция, они там выпускают то, что по сути им закрыли сейчас рынок США, Европы, испугавшись вот того вала и скорости, с которой они это разрабатывают. То есть в IT, то есть с учетом вот тех культуральных особенностей, как происходит инновация, есть она. То есть если кто-то главенствующий говорит. Понимаю вопрос, да. Мне кажется, что они, такое мое ощущение, чисто от контакта и работы с китайцами, что они, я бы это так сказал, осторожные. Некоторые говорят трусливые, но некоторые говорят мудрые, но я бы слово «осторожный» применил. Они на риск идут очень неохотно, на риск инноваций в том числе. Убедить их, предлагая им какой-то проект, убедить их финансировать этот проект аргументами типа «никто в мире этого еще не делал, мы будем первыми», это проигрышный ход. А сказать «Google это уже сделал, мы сделаем лучше», это прям в точку. И я это понял через только несколько лет, потому что мне с моим опытом работы в Америке я знал, что нужно говорить «никто этого не делал, мы впервые, мы инноваторы, в этом наша заслуга». И все говорили «да, круто, будем делать». То китайцы на такой аргумент смотрят как на дурака на меня. Как никто не делал, а зачем же мы будем делать? Осторожничают. И эта осторожность, она во всем, и в софте в том числе. Лучше скопировать. Возьмем уже готовый Apache продукт, возьмем уже готовое решение. И сделаем лучше, сделаем на шаг вперед. Тут как Telegram сделал, да. Возьмем, допустим, существующие мессенджеры, сделаем лучше. Возьмем Facebook, сделаем ВКонтакте. Вот это такая же философия у китайцев. Инновационный. Не революция, а эволюция. И это, в общем-то, наверное, стратегически правильно. В итоге они получают то, что получают. Ведь все же эти автомобили, это же не с нуля придумано, это же просто тоже копирование. Давайте сделаем как у Мерседеса, как у BMW. И на эти дизайны китайские мы же много лет смотрели как на копии. Это сейчас у них начинают появляться там эти Лисяны, Зикры, да все машины, которые, кажутся вроде бы уже прикольными. Лотус, это вроде бы уже что-то такое свое, новое. Но сколько лет они делали, подражали, и сколько лет это все выглядело как вот Porsche Cayenne, вот их там копия, практически один в один. Осторожничали. Давайте сделаем как Porsche Cayenne. Porsche Cayenne покупают, и наши будут покупать, только чуть лучше. Еще небольшое уточнение, то есть вот Software Development Life Cycle, то есть у них что получается, какой-то а-ля Agile? Обычно классические, как везде, ничего нового. Нам тоже Continuous Integration, все те же практики. Agile бывает в каких-то командах, бывает без Agile. Никакой разницы я в этом не вижу. Все то же самое. Также тоже собирают. То есть все равно это... Также не пишут тесты, как и наши программисты. Все, эти все спринты, да, все перенимается. Да. И сейчас немного потерялся вопрос, контекст потерялся, про то, что сотрудники слушают начальство и беспрекословно не подчиняются. А вот начальник, если потопит корабль, он как бы смиренно голову с плеч сложит или нет? Или как вот будет на более высоких должностях, как менеджмент свою ответственность проявляет? Да, как его наказывают? Или наказывает ли он сам себя?
Ну, я не знаю, как там на высоких уровнях менеджмента у них устроено, но я думаю, что там все похоже на обычный менеджмент. Менеджер пытается спастись, и для этого, конечно, используют все инструменты. Менеджмент – это же самый вредный, я так понимаю, элемент любой организации. Самый, ну, такой, как сказать, это нахлебники, которые самые хитрые, самые сильные, самые грамотные, самые живучие и при этом самые непродуктивные, и имеющие меньше всего компетенций технических. И при отсутствии компетенций и наличии большого количества хитрости и живучести и софт-скиллов, конечно, эти люди, они составляют такую вот склеивающую, как сказать, обволакивают нас, трудящихся со всех сторон, и нами, трудящимися, на нас паразитируют. И их труднее всего что-то с ними сделать. Если вы, допустим, условно директор Huawei, там, основатель Huawei, и вы хотите весь свой менеджмент персонал, который будет, например, 10 тысяч человек, всех их как заставить что-то делать, например, работать там быстрее, четче, это задача с большой звездочкой, она нерешаема, потому что вы встретите огромное сопротивление в ответ. А заставить программистов что-то делать по-другому, это значительно легче, потому что мы послушные, такие спокойные, меньше хитрости в нас. Менеджеры – это враги бизнеса, но с которыми вынужден сосуществовать бизнес. И точно так же в государстве тоже. Весь управленческий аппарат государства – это все, в общем-то, враг государства. Но невозможно без него. Не придуманы пока технологии, зерокраси пока не используются всеми, поэтому приходится жить с этими менеджерами, которые умеют… Главное качество менеджера в вертикали – это умение выдерживать стресс. Это его главное качество. Он должен выдержать стресс. Мы с вами, программисты, это плохо умеем делать. На нас накричи, мы сразу и в депрессию. А на него кричи, не кричи, он сидит и смотрит внимательно. И говорит yes и записывает. Ты его хоть обзывай, хоть выгоняй, хоть кричи, хоть из… А некоторым вообще это, да, ему нравится, это, что на него орут. Ну, а должно ли быть давление программиста на менеджмент, который как бы чуть-чуть повыше? Да? Ну, вы можете, конечно, да, своего менеджера управлять им, безусловно, но вы должны понимать, что вы, скорее всего, проиграете. У вас будет это… Вы можете саботировать, вы можете… прямое столкновение, конечно, невыгодно. Не выходите на прямой конфликт с менеджером, это точно не ваша территория. Почему? Потому что он этим будет заниматься 24/7, этой войной. А вы еще и кодить должны. Он будет с вами воевать, его это задача, это должность его. Это его job description, воевать с такими, как вы. Ну и прекрасно, он приходит на 9 на работу, у него там написано победить вот этого вот, который там что-то рассказывал. Он должен на Java писать, а он мне тут мнение свое высказывает. В понедельник займемся им. А у вас написано на понедельник решить такие-то фичи, закодить. Ну и кто из вас победит? Я просто Роберт Мартин недавно решил почитать, и там он высказал мысль, что команда разработчиков, команда менеджмента, команда начальства – это противостояние трех сторон, из которого получается хороший продукт. Ну, хорошо, если получается. Большинство продуктов не получается. Роберт Мартин прав в том, что противостояние есть, но в том, что хороший продукт благодаря этому противостоянию, я не думаю, что благодаря. Я не уверен. Я не уверен, да, почему хороший продукт получается. А мне кажется, что в современном мире разработки хороший продукт получается благодаря удаче. Это на 90% просто повезло. Вы можете посмотреть на какой-то успешный продукт, потом взять этих же людей, посадить за новый продукт, и вы получите совершенно другую историю, другую ситуацию, и, скорее всего, продукт не сработает. Это супер редкие случаи, когда та же команда создает опять хороший продукт. Не знаю, там ВК и Telegram, может быть, это один из примеров, но это не тиражируемые, это нельзя вывести из этого формулу и сказать, ребята, я знаю как, давайте мы продолжать будем делать, у нас все получится. Это во многом просто успех. Так сложилось. Просто кто-то кому-то, как мы разбирали в начале, кто-то на кого-то неправильно не посмотрел в нужный момент. То есть все как-то выжило, они как-то сумели добраться до конца, без вот этих вот конфликтов, ссор, там как-то у них это случилось. Сделал достаточно популярную систему, потом тоже сделал Telegram, перейдя например, да, я говорю, как один из примеров. Серийные предприниматели какие-то, которые… Сколько этих серийных предпринимателей? Какое их количество? А какое количество провалов? Несравнимо. Проигрывают люди чаще, значительно чаще. Не знаем о их провалах. Мы просто не знаем эти провалы. Но то, что я видел и в Калифорнии, я видел кучу провальных стартапов. Просто один за другим. А успешные, это по телевизору о них рассказывают. Но это он один. А остальные, они пробуют, пытаются, и разваливается все из-за какого-то человеческого фактора. Хотел бы к России вернуться, и вы сказали, что наше образование угасает в
плане том, что теряет конкуренцию с YouTube и прочим. Есть понимание, как его изменить? Ну, я думаю, что надо просто деньги давать не преподавателям и не вузам, не туда гранты отправлять, а на какие-то общественные инициативы. Типа конкурсы, типа олимпиады, типа какие-то open source решения, да, какие-то, ну, то, что идет из комьюнити, а не сверху вниз. Потому что сверху эти гранты, они распределяются между преподавателями, которые сидят на этом уже десятки лет. А это преподаватели, которые привели эту всю систему к текущей ситуации. У нас же, какое у нас сейчас айтишное образование? В 90-е годы все талантливые, более-менее айтишники уехали. Ну, по-другому не могло быть, потому что зарплата айтишников в 90-е годы была $50 в месяц. Ну, там, $100 в месяц. Ну, невозможно было жить за эти деньги, при том, что предлагали, допустим, из Америки, там, $2000 в месяц, $3000 в месяц. Ну, все нормальные люди собирали чемоданы и уезжали. Остались те, кого не взяли. Остались те преподаватели и те айтишники, в кавычках, которых просто не нашлось им места там за границей. И эти люди сейчас трансформировались в, никого конкретно не имею в виду, но трансформировались в тот весь преподавательский состав, который у нас есть, как бы взрослый состав. Но есть еще молодые люди, которые только становятся преподавателями. Они вроде бы получше, потому что они вроде бы должны смотреть на международную картину, там, писать статьи, но они не делают этого. Как-то их, вот мне кажется, этот старший состав преподавательский, их не мотивирует, не воодушевляет в эту сторону. Вот пройтись по современным кандидатам наук, допустим, которым до 30 лет вот, по России, и спросить, публикуются ли они за границей, отсылают ли они статью на международные конференции, айтишные конференции, X, там, Splash, там, Popl, PLDI, конференции, где вот, должны публиковаться. Они даже названий таких конференций не знают. Подавляющее их большинство, тех, с кем я разговаривал. Единицы какие-то знают, и то они уже сидят на чемоданах. И то уже у них офферы из Франции, из Германии, сегодня-завтра они уедут. А основной состав, они думают, что вот они ориентируются на старый, на профессорский состав, который полностью находится в пузыре таком, в коконе таком локальной науки, которая отстает, она не просто отстает, ее просто нет. То есть посмотрите статьи, которые публикуются в наших местных российских научных сборниках. Но это трэш, это другим словом не назовешь. Это к науке никакого отношения не имеет. Просто тексты пишут, и вместо них может чат GPT это генерировать. И получают свои степени за это, и получают... Это вот современные российские конференции. Мы не просто там отстаем, как, допустим, китайские конференции отстают от американских. Да, это отставание, видно, там слабее статьи. Мы не просто отстаем, мы в другой лиге играем вообще. Айтишные, которые индустри конференции, да, типа Джокер, JPoint, да, в этом мы вообще супер, в этом мы молодцы. Рассказывать о чужих продуктах, это прям вообще наша тема. Выступить, как работает Java и чем Java лучше, чем там Scala, это прям вообще супер, топчик. Но это другое немножко. Надо же делать с Java, а не рассказывать о Java. Надо же делать свое, а не... Вот за это, вот недавно в телеграм-канале у себя публиковал, буквально сегодня, по-моему, или вчера, был этот конкурс среди преподавателей, мы там выбирали, кому отдать приз. Ну вот послушали это все, но это настолько далеко от действительно курса по операционным системам, это просто, это курс для юзера Linux. Вот как Linux запустить, как на Linux сделать, там Bash написать, как там Echo, Cat, вот как функционирует Linux. Ну, это может быть здорово, но это не университетский курс, мне кажется. Это книжка просто, самоучитель, там, пролистал его и садись, занимайся. Ну да, это курс такой, прям курс, там, 2 профессора, они его читают, смотришь на это все. Ладно бы он один, а остальные, я бы тогда покритиковали, но они все и дальше хуже. Ну что, я сижу, да, молодцы ребята, что я могу сделать? Я же не министр. Потому что я вот учусь в институте, и у нас как бы второй семестр операционной системы. Может, наш институт вам просто не присылал, но у нас намного глубже и Танбаума, то есть вообще не хватает, приходится исходники читать. Тут YouTube и GPT вообще не помогают, потому что, к примеру, вот у меня был семестр прошлый, и мне приходилось объяснять каждый сискол, как он работает внутри, как там написать свой поток, каким образом он отличается от процесса, какие там ключи и так далее. То есть, к примеру, у нас в НГУ, этот курс нормальный. Потому что у нас преподаватели молодые его ведут, которые работают в Postgres Pro. То есть они как бы системные программисты,
программисты, и они как бы создавали... И им интересно это рассказывать, видимо, Ну, да? да, и практически все преподаватели оттуда. Ну, здорово. Может быть, действительно, потому что на этот конкурс действительно не подавали центральные вузы почему-то. У нас не было там вышки, МФТИ, НГУ, там были такие более, ну, как будто бы второго эшелона университеты. Может быть, поэтому с этим связано. Но это здорово, что у вас так. А учат вас писать операционные системы? Ну, Создать свою вы сможете? У нас есть летняя школа специальная как раз от этой компании, и там вот как раз учат, ну, не то чтобы этому, но, к примеру, они не операционку создают, у них же на БДшки направлены, но они там учат базу данных писать. Свою? Ну, они там дополнительно к Postgres пишут. И я не знаю, насколько определенно, но насколько я вот слышал, ну, прям, можно сказать, многие функции разрабатывают с нуля. Ну, то есть проектируют их и пишут. Супер. Тогда это хороший пример. Вот такого побольше нужно. Да, это вот, ну, это, видимо, все-таки в меньшинстве пока такое. Вопрос, вот вы говорите соревнования, личные соревнования или командные? Ну, я думаю, что командные лучше все-таки, потому что им же работать в команде, этим программистам, и им нужно быть готовым именно к этим трудностям вот этого человек-человек общения, из-за которых они будут проигрывать потом. И я думаю, что эти ICPC соревнования, не думаю, а слышал так от организаторов разных команд, очень часто проваливаются из-за потери какого-то одного из игроков или из-за какого-то конфликта внутри команды. Я бы делал командные все-таки игры, где как хакатоны, 2-3 человека, эта команда вырастает вместе, несколько лет тренируется, а потом получает результат. Побеждают все равно команды в итоге, не индивидуумы. Редко какой стартап создает какой-то один человек, обычно его делает группа людей, хотя бы 3 человека. Философский вопрос я задавал в чате. Тебя кто-то спрашивал, почему ты такой продуктивный, и ты успеваешь и контрибьютить много. И ну, как гипотеза, да, наверное, потому что ты не женат, например, да? Вот. Я хотел, ну, там, Шопенгауэр еще говорил, что мужчина, когда женится, он вдвое урезает свои права и вдвое обязанности увеличивает. Вот. И вопрос такой, вот если ты такой пассионарный человек, из тебя вот прет это вот все, продуктивность, и ты понимаешь, что тебе есть что дать человечеству, то как правильно вот тут выбрать, как бы, ну, правильная стратегия все-таки в человечество контрибьютить, раз у тебя есть эта энергия, либо в семью, потому что, ну, и туда редко получается. Или какое твое мнение? Ну, могу сказать про себя, могу рассказывать, могу, в принципе, как я думаю. В принципе, начну с общего случая. Я думаю, что у каждого кейс свой, и каждому семья может дать что-то, а может что-то забрать. Есть люди, которые просто не могут без семьи. И его просто невозможно представить без жены и детей, потому что он теряет смысл или, допустим, теряет комфорт, теряет интерес в жизни. И дальше от него уже ничего не добьешься, ни продуктивности. Он будет думать только о том, что он одинок, и он, значит, там, не реализовался, допустим, в этом вопросе. Есть такие люди, и им, наверное, давать совет о том, что будьте пассионарными, а жена подождет, ну просто странно. Он в 20 лет уже у него 2 детей. И все. И дальше только после этого он начинает уже трудиться, потому что есть какой-то смысл. Но есть другие люди, я, наверное, ко второй категории отношусь, которые воспринимают жену как больше и семью как роскошь все-таки, как некую приятную добавку к своей жизни, за которую нужно платить. За которую нужно платить и временем, и ресурсами, и вниманием, которое ты туда отдаешь. Что ты получаешь оттуда? Ну, для каждого свое. Кому-то приятно, кому-то интересно, но это расход. Это как яхту купить. Ты купил ее, это прекрасно, но нужно за нее платить, ее нужно и купить, и обслуживать, и поддерживать. И, может быть, Шопенгауэр прав. Ты покупаешь это, но и когда ты готов, то делай это, когда у тебя есть для этого ресурсы дополнительные. Когда ты не отдаешь время, когда тебе нужно кодить, ты отдаешь на то, чтобы ребенка воспитывать, и не очень понимаешь, зачем тебе это, в то время как главная задача твоей жизни стоит. Если ты второго типа существо. Если ты первого, то это для тебя главная задача, а код может и подождать. Так. Но я не могу сказать, что я прям холостяк. Я был когда-то женат и нормально себя чувствовал довольно долго. И у меня есть девушка. То есть я не то, чтобы я прям отшельник, живу там в келье. Нет, я нормально себя чувствую. И трачу на это время. Я понимаю, что я трачу время. Но я не могу совсем остаться одному и не иметь никакого друга рядом. Это не очень комфортно все-таки. Будет хотеться. Мы все-таки существа социальные. И тогда начнешь на работе искать эту дружбу.
Это тоже не очень, это тоже начнет вредить. Ты начнешь дружить с каждым встречным поперечным. Если у тебя нет какого-то одного друга, ты будешь искать этого друга во всех подряд. И начнешь вступать в слишком избыточно интимные, избыточно близкие отношения с людьми, которые от тебя не хотят этого. Они просто на работе к тебе пришли, а ты начинаешь искать дружбу с каждым на кухне, с которого ты встречаешь на работе, и начинаешь ему свою душу изливать. Он на тебя смотрит, пугается. Или начнет вступать с тобой в эти отношения, а потом ты будешь разочарован, потому что ему это не близко. У него своя есть семья, у него своя... Вот такие вот совсем одинокие люди, они вредят, на работе себе делают не очень хорошо. Все-таки, мне кажется, нужен какой-то контакт. Вопрос только, сколько инвестировать в этот контакт. Насколько, мне все-таки кажется, что сначала первым делом самолеты, а девушки потом. Сначала мы делаем какую-то для человечества что-то ценное и нужное, а потом мы уже на то, что осталось, энергия, желание, время, уже строим семью и там развлекаемся. Вот так. Вопрос от женщины теперь. Не настолько философский. Но так получилось, что я гуманитарий по образованию, но моя карьера в IT-сфере состоялась. Ты говоришь про айтишников, да, про то, что они не заинтересованы в наличии границ и так далее. Эта риторика очень похожа на риторику большевиков. Я попробую параллель провести. Мы знаем из истории, да, что в начале 19 века научно-технический прогресс привел к тому, что у нас сменилась структура производства, она из мануфактурной стала заводской, появился класс фабрично-заводских рабочих, который стал локомотивом, да, ядром, собственно, социалистической революции. И в основе этой теории лежит то, что у этого рабочего класса должно появиться классовое сознание, понимание своих интересов. Они должны понять, что они не заинтересованы в наличии капиталистической прослойки людей, которые владеют средствами производства, и вести к тому, чтобы обобществить средства производства. Я делаю параллели с текущей ситуацией, мы где-то с развитием искусственного интеллекта находимся в явно каком-то научно-техническом прорыве или прогрессе, одном из витков такого научно-технического прогресса. Считаешь ли ты, что айтишники — это пролетарии 21 века? Да, думаю, что да, это очень правильная параллель. Я точно так же мыслю. Я тоже считаю, что айтишники — это те самые пролетарии. И у нас есть в руках нечто большее, чем просто кайло и лопата, которые были у рабочих 100 лет назад. У нас есть в руках технологии, с помощью которых мы можем убрать этот класс правящий. Или, по крайней мере, снизить его влияние. Потому что от чего пытались избавиться большевики 100 лет назад? От класса целого, от класса людей, которые паразитируют на трудящемся человеке. То есть не производя не занимаясь никаким созидательным трудом, и даже никаким, не то что ручным трудом, но и управленческим трудом. Это были просто люди, которые владели землей, те же эти помещики, те же владельцы завода, владельцы земли, это самая главная ценность, которая была. И они, не производя ничего, получали мзду от всех, кто трудится. Мы сейчас имеем ровно то же самое, только, может быть, в менее такой противной форме. Она не такая яркая, потому что нам хорошо платят. Тогда им платили плохо, и они прям плохо жили. Мы сейчас живем вроде бы более-менее хорошо, и поэтому как будто бы забыли о том, что происходит. Нам кажется, что нет этого давления со стороны. Да, вопрос, что в нашей ситуации, в таком сытном, да, и достаточно комфортном положении айтишников, что нужно делать, чтобы у них проснулось классовое сознание? Понимание своих интересов. Все не могут, не хотят. Так и начинается революция. С таких посиделок. Марксистский кружок. Я пытаюсь пробудить это сознание уже 8 лет подряд. Снимаю ролики, видео про зерократию, про зерокраси, рассказываю о том, что ваш менеджер – это ваш враг. Менеджер – дальше все, кто над менеджерами. Потому что менеджер – это представитель правящего класса. Да. Это люди, которые… Я думаю, что сейчас даже больше… тяжеловато все-таки айтишникам пойти войной сразу на правящий класс. Слишком они далеко от нас. И мы слишком ленивые и слишком хорошо оплачены. Мы прям не возьмем в руки ничего серьезного, кроме наших этих компьютеров. А вот с менеджерами мы можем что-то сделать.
И если мы менеджеров победим и сделаем так, что они будут не нужны или меньше нужны будут, и мы сможем сами собой управлять с использованием искусственного интеллекта, допустим, то это ослабит их влияние, и тогда можно будет пойти дальше и начать поднимать нашу зарплату. Потому что мы сейчас, мне кажется, сильно недоплачены. Это главная картина современного мира. Мы думаем, что нам платят достаточно, но нам платят совершенно недостаточно. Мы получаем копейки по сравнению с тем, что получают некоторые люди на этой планете. Приведу вам пример. У нас в Москве ровно позавчера, я увидел в Инстаграме объявление, был магазин Cartier где-то в центре, возле ЦУМа в Москве. Он съехал, этот Cartier. Сдается помещение в аренду. Это магазин на первом этаже, выходящий на первую линию, там фотография. В месяц арендная плата 28 миллионов рублей за магазин. Это значит, какая-то сволочь в какие-то 90-е годы каким-то способом отхватила этот магазин, и сейчас она сидит где-то в Монако, жрет и пьет, а мы ей, те, кто будут платить эту арендную плату, 28 каждый месяц отсылает, а она же ничего не делает. Никакой же созидательный труд не производит это существо, которое там сидит. А ему деньги уходят. И это всего лишь один кейс. А сколько таких кейсов по стране, сколько таких кейсов по миру? Так это я увидел, потому что в объявление попало, в телевизор попало, в Инстаграме опубликовали. Так же точно собираются эти арендные платы за все. За поля, за города, за дома, за все мы платим, мы, трудящийся народ. Это значит, где эти 28 возьмутся? Это же с каждого соберется понемножку, сложится в мешок и отправится в Монако. Опять соберется, на следующий месяц отправится в Монако. Что он для нас делает? Что он для меня делает, что я должен ему отдавать эти деньги? Он же сделал один раз, кого-то убил там в 93-м году, например, или у кого-то там подделал какую-то подпись на документе и заплатил судье там за то, что, что там произошло, как он это помещение получил. Неважно даже как, ладно, он его как-то получил, но почему он уже 30 лет подряд получает за это деньги? Значит, есть кто готов за это платить? Мы вынуждены, а выход какой? Мы вынуждены. Право собственности, что с ним делать? Раздать и поделить, как большевики сделали. Не давать просто им это право. Зачем право на землю должно быть у частных людей? Может, другая проблема сверхконцентрации вот этого капитала? Есть момент, что есть частная собственность, а есть личная собственность. То есть зубную щетку не должен... Да, но зачем людям владеть землей? Зачем ему владеть этим помещением? Пусть это помещение будет города Москвы. Хочет туда заехать Cartier, пусть Cartier платит городу Москве 28 миллионов. Захочет магазин другой заехать, опять городу Москве. Почему мы этот кусок земли выдали какому-то физлицу и позволили ему пожизненно снимать с него плату? Если это не чье-то, то будет какой-то вот этот паразит, который будет управлять ценой, или кто заедет, кто не заедет. Будет коррупция и так далее. Пусть это все будет, но это лучше, чем один человек забирает эти деньги, сидя, одно физлицо. Это лучше, я готов согласиться, пускай это будет коррупция, была коррупция в том же Советском Союзе. Безусловно, были чиновники, которые были коррумпированы, но это несравнимо по размеру с тем, что сейчас происходит. Но ни один чиновник в Советском Союзе не брал взятку 28 миллионов в месяц. Не было таких кейсов. Даже всякие там расстрелянные какие-то директора гастрономов, всевозможные там партийные эти боссы. Были у них там 2 дачи, да. И у жены было колье. Это было страшное преступление. Но здесь же ежемесячно по мешку денег уходит. И это всего лишь один магазинчик маленький. Рисковал, да, давайте ему медаль дадим. Он прыгун с трамплина тоже рискует, мы ему даем медаль за это, он ей гордится. То есть вот это распределение собранных богатств, которое происходит, оно совершенно непропорционально усилиям, которые люди прикладывают. Получается, что человек прикладывает немножко усилий, а ему внезапно, как в лотерею, выпадают огромные выигрыши. И эта лотерея такая социальная, она, мне кажется, разрушает общество. Не должно быть такого большого разброса между моим вкладом, между рисками. Хорошо, я рисковал, я трудился, я старался. Безусловно, это все должно быть вознаграждено, но не так диспропорционально. Не должно быть таких огромных разрывов между мной и соседом. Я немножко порисковал, он много порисковал, но он имеет теперь всю жизнь по $500 000 в месяц, а я зарплату имею. Как-то это несправедливо. И это ведет в итоге к ослаблению общества в принципе. Мне кажется, общество в итоге имеет меньше и меньше ценностей, мы меньше производим, потому что люди демотивированы, потому что люди не трудятся так, как они могли бы трудиться. Если бы каждый из вас мог получать условно по 28 миллионов в месяц в потенциале, и вы бы видели, что средний программист получает 50 000 рублей в месяц, чуть покачественнее программист там 500 000, а самые качественные программисты по 28 в месяц. И вот они есть, мы их знаем, просто программисты. Потому что они трудятся больше, чем этот
это существо из Монако, которое владеет этим магазином. Я не знаю, кто это, может быть, завтра меня найдут. Я не знаю, кто это Кто такой. решает? Сейчас решает типа рынок. Ну там какой-то там вот спрос, предложение. Там. Также пускай решает какой-то некий рынок. Просто нужно остановить вот эту сверх... А? Пирамида Маслоу, мы где-то вверху пирамиды находимся, программисты. Ну мы-то да, ну просто вы берете Это обеспечивает вообще тогда, ну, база этого нижние пирамиды. классы, да, давайте Да. шахтеру тогда платить. Давайте им тоже платить больше, да, да. Но мы все очень недоплачены из-за того, что сливки всех капиталов собираются в очень небольшое количество, в очень малому количеству людей достаются огромные богатства, огромные. Есть версия, что так и нужно. Что если нам, мол, эти богатства как бы раздать и дать это государству, то мы распорядимся плохо. И поэтому лучше, если элита будет владеть всем, они как бы поумнее, они мыслят стратегически, они думают на 200 лет вперед, и поэтому пусть они владеют. Но почему это не может быть сменный менеджмент, как это было в том же Советском Союзе, когда менялось руководство, поработал 10 лет, поуправлял страной богатствами, пошел, или ну, оно приблизительно, не должно быть по рандому, я думаю, что должно быть по квалификации. Вот у меня такая есть идея, что, может быть, даже и президентов стран нужно выбирать через экзамен. Не через выборы, не через голосование, не того выбирать, кто громче кричит и кто кому больше нравится. А должен быть некий институт президентства, институт менеджмента. И там готовят министров, президентов. Туда сложно поступить, там большой конкурс, там сложные экзамены. Но кто проходит все конкурсы и кто проходит все экзамены, на выходе получается там 10 кандидатов на президентскую позицию. И мы уже выбираем, исходя из прошедших абсолютно все подготовки и сдавших все квалификационные экзамены. Это, наверное, не коммунистическое направление, не социалистическое, а меритократичное. Меритократическое. Я думаю, что меритократия это идеальная. А как то, что наш продукт, наоборот, избавляет мир от то есть, некой доли паразитов. Из разряда там кто-то написал госуслуги и там уволили там 10 тысяч чиновников в стране ради. Ну это же прекрасно, мы же, во-первых, не уволили, но с другой стороны, но мы же их не убили, мы же их просто уволили. Мы просто дали им возможность найти новую работу. Отвечая на вопрос, что мы можем сделать? Мы можем писать качественный продукт и тем самым автоматизировать, избавляться от паразитов. Нужно менять подходы к менеджменту, нужно менять нашу идею о том, что нам нужен менеджер, что нам нужна вертикаль менеджмента над нами. Нам нужно понимать, что менеджеры это, в общем-то, тоже нахлебники, такие мешающие развитию коллектива. Но нужны инструменты типа Zerocracy, нужны какие-то инструменты с искусственным интеллектом, которые управляют людьми. И когда эти инструменты появятся в стабильной форме, то можно будет вполне себе поставить под вопрос, а нужны ли нам менеджеры. А потом, если мы будем убирать менеджеров, тогда мы следующим шагом можем убрать и инвесторов потенциально. Потому что сейчас инвестор – это царь и бог, это человек, который владеет капиталом и владеет некой компетенцией, кому дать, кому не дать. И мы на эту компетенцию опираемся. А если у нас будет софт, который это решает, и который знает, во что вкладывать, во что не вкладывать, то и инвестор сразу потеряет свою власть, и можно будет и с ними тоже разобраться. А насчет инвесторов, кстати, ты говорил как-то, что ты работал в Кремниевой долине, и в том числе ваш стартап пытался получать инвестиции какие-то. Да. Вот. В связи с этим вопрос, может быть, ты смотрел сериал «Силиконовая долина»? Да. Комедийный, да? Угу. Насколько вот эти параллели ты ощутил, как там это описано и как это было с тобой в США? Ну, мне кажется, что очень нереалистичный сериал. Я даже не смог его досмотреть. Я посмотрел 3 серии, я помню, давно. И я еще тогда жил там, в Калифорнии. Я это смотрел, и это показывалось что-то совершенно другое. Не то, что происходит на самом деле. И я выключил, потому что это такая... И также я смотрел не сериал, а фильм, этот «Сеть», ну, Network, про Facebook. Ну, очень не близко к реальности. Не так это все там. Там такая ванильная, рафинированная, вылизанная, красивая история про Голливуд, короче. В реальности все не так. Как я это видел. Я не могу сказать, что я прям был глубоко в Силиконовой долине. Я не получал там инвестиции большие. Нет у меня опыта получения миллионов. Но вроде бы мы общались с теми людьми, кто дает такие миллионы. И все это не так радужно, как оно. Еще отвлекусь от программирования про Китай. Демография в Китае и как вот по ощущениям, насколько она управляема? Рождаемость, увеличение, да. Ну, все китайцы, кого я знаю, у них 2 детей.
Вот каждого китайца, кого не возьми, молодой, ну, совсем молодые нет, но там к 30 годам ближе, у них всех 2 детей, и когда у них спрашиваешь, они спрашивают, сколько там у тебя детей, если, допустим, 1 ребенок, они спрашивают, почему 1. Они, какое ощущение такое, что они к максимуму доходят, у них же максимум 2. Если они будут иметь 3-го, то там штраф, по-моему, 2 миллиона, что-то такое, на наши деньги, рублей. Что-то такое штрафуют на такую сумму. И там 3-й, 4-й ребенок, там значительно больше штраф, более крупная сумма. И они с удовольствием, 2 детей, для них это автоматический, я так понимаю, процесс, они идут в такой формат. Ну, я думаю, так и контролируются этой цифрой. Я думаю, что сейчас они хотят увеличиваться. Очень часто, когда общаешься с китайцами, у меня это было не один раз, несколько раз, и мы у них спрашивали, почему Китай такой успешный, как вам кажется? Вот чем объясняется это ваше чудо, что вы за 20 лет из аграрной страны стали производителем автомобилей? Они говорят, нас много. Вот у них такой ответ всегда, нас много. И говорят, мы не понимаем, почему вас так мало. Вот у вас такая большая страна по территории России, а вас так мало. Рожайте быстрее еще. Это совет каждого китайца, с кем мы более-менее серьезно пытались об этом поговорить. А? Надо жениться. Надо, поэтому возвращаясь к теме, да, надо жениться. А? Кто, Индия? Не знаю, хороший вопрос, мы тоже спрашиваем, да, почему в Индии не так. Ну, думаю, что культура может быть другая. Та самая... Они поставили на узкую специализацию Еще медицины. пока не стало. Ага. Во-вторых, там вот эта вот их теория реинкарнации очень интересно работает. Индус сидит, ну в этом воплощении не стал принцип, ну в следующем буду. Зачем напрягаться? Может быть так, да. Философия такая. Китайцы трудолюбие и количество. Я на эти 2 вещи делаю ставку. Думаю, что благодаря этому. Врожден такой, не врожденное, а культурой привнесенное трудолюбие плюс большое количество людей. Вот и все. Ну, это, я думаю, все знают, что если взять китайского ребенка, это в Америке расхожая шутка. Китайский ребенок и американский ребенок. Китайский ребенок – это забитый, задрессированный, задисциплинированный, занимающийся по 15 часов в день занятиями. А американский ребенок расслабленный, счастливый, толстый, ничего ему не нужно, у него и так все хорошо. А китайцы – это, родители китайца – это… Китайская мамаша, да, это диктатор номер 1, который из ребенка делает солдата, который идет на войну, в школу как на войну каждый день. Ну, об этом шутят в Америке, и я думаю, это недалеко от реальности. Так это похоже на то, что это правда. Им платят, они платят штраф за 3-го, а им платят материнский капитал за 1-го. Я думаю, что нет. Они очень, я так понимаю, с удовольствием идут в материнство, в семьи, формируют их. Вы знаете, что в Китае, когда они женятся, то они должны переехать, они начинают жить вместе с родителями жены. И главной в семье становится бабушка по линии жены. То есть глава семьи у них бабушка, причем мать жены. Теща, да. Теща – это глава семьи. И живут они всегда вместе, ну такая традиционно. Я был в гостях у 2 американских семей, и там одно и то же было. И они говорят, что это у них традиционно. Живет мужчина, а дальше китайский мужчина, да, с ним китайская жена и мама, папа жены. И 2 ребенка. И все это в одной квартире. И это нормальная практика. Они не уезжают от родителей, стараются. Живут вместе. И мать, и теща там командир. Ну, традиции такие. Так, у меня такой вопрос. Ты неоднократно высказывался о том, что программист должен получать зарплату за выполненную работу, вот за написанный им код. И у меня вопросы с этим. Как программисту, где он должен брать время на обучение? То есть должен ли вот эту ответственность за рост сотрудников брать на себя работодатель, каким-то образом там, выделять какие-то ресурсы, чтобы программист учился, рос? Ну, я бы, как, допустим, работодатель, не делал бы этого. Я бы не выделял никакие ресурсы. Я бы, во-первых, объясню почему. Во-первых, потому что программист же не моя собственность. И я, вкладывая в его образование, в основном деньги на ветер выбрасываю. Я не могу его удержать, я не могу его гарантировать его жизнь со мной хоть какое-то время. Он же свободный человек, может уйти, уволиться. Инвестиции в его образование – это потраченные деньги. Это первое. Второе, когда я инвестирую в его образование, в ваше, например, образование, то вам это становится неинтересно. Не так вы замотивированы на то, что чтобы эти деньги потратить с пользой, как если бы это были ваши деньги. Это вторая причина. Вот. Ну и третья причина, трудно понять, в кого сколько инвестировать.
Сидит у меня 10 программистов. Мне как им поровну раздать какое-то количество денег? Странно будет. Они их потратят не на образование. А сказать, вот кто хочет образовываться, тот придите ко мне, я вам дам денег. Ну так а сосед скажет, но я не нашел пока, где образовываться. Но этому уже дали $1000 за год, а мне не дали. Ну и возникает неравенство некое. Я знаю компании, которые выделяют какой-то бюджет в год. Я не знаю, кто-то сталкивался с таким. Ну, в Америке это повсеместно. Выделяют несколько $1000, и ты можешь эти деньги потратить на образовательные курсы, на поездки на конференции и так далее. Вот у нас Huawei, например, не выделяет вообще ничего. И это политика компании. Huawei говорит так: вы пойдите туда, куда вы хотите, научитесь там, получите образование дополнительное, потом приходите к нам сюда и покажите, что вы стали умнее. И мы вам зарплату повысим. Вот такая логика. Зачем нам вперед инвестировать в вас? Вы вложите свои деньги, а мы вам повысим, увидев, что вы стали выше уровнем, мы повысим вам зарплату. И это логично. Я бы так и делал. Вопрос, как это совмещать с работой? Ну, смотрите, что вам важнее, либо сидеть на этой зарплате дальше, либо потратить свои выходные, например, на образование, ну, пойти в риск, чтобы потом увидеть повышение зарплаты. Другое дело, что вы его можете не увидеть. Не всегда работодатель поймет, что вы стали умнее. Вы потратите деньги, потратите курсы, пройдете, но зарплата не изменится. Но это уж вы сами смотрите. Меняйте работодателя, получите какую-то дополнительную степень там чего-то, обучитесь, изучите новые технологии и меняйте следующего работодателя. Но ждать, что работодатель будет с вами нянчиться и помогать вам в этом, ну, это редкий работодатель будет делать, и, скорее всего, это недальновидный работодатель, который, ну, вот по этим 3 причинам он делает только себе хуже. А если сотруднику не оплатить повышение квалификации, а дать ему в долг на повышение квалификации, что если он уйдет, должен будет отдать? Я сталкивался с таким, да, ну, возможно, это неплохо, наверное, так окей, потому что может не быть просто денег у человека в наличии, просто, ну, свободных денег не быть, ну, так бы я сделал, только нужен договор строгий, потому что чаще всего, ну, так, на словах об этом договариваются, и сотрудник говорит, да, я отдам, работодатель не хочет идти на конфликт с ним, так сказать, заставляя его подписывать прямо обязательства юридически, и сотрудник считает, что ему подарили. А потом, уходя, его уже никто не ловит, с ним уже никто не судится, потому что не хотят этого конфликта, и все это теряется, эти деньги. У меня такой кейс, я проходил обучение, у меня доп. Соглашение на год, что если я оставляю трудовой договор, возвращаю стоимость обучения. Ага. И этот договор, в трудовом договоре так написано, да? Ага. Ну, вполне себе вариант, да. Наверное, так. В сельской местности сейчас государственная, то есть государство платит тебя, ты приезжаешь в институт, учишься и должен 5 лет отработать в сельской местности. Ну, это вполне, да. Ну, а разве на работе ты не образовываешься, когда дается неясная задача, и сидишь и читаешь, что ты Ну, это безусловно, да, безусловно. Но речь идет о каком-то более фундаментальном образовании, когда получает какой-то совершенно другой уровень. Нет, речь была именно про то, что, ну, ты как раз таки высказывался, что программист на работе не должен заниматься тем, что я там изучил какую-то технологию. Это не считается метрикой его производительности. Не считается, да. Я бы как менеджер это не оценивал. Я бы не смотрел на это и не слушал, когда... Это просто я о чем говорил, это в другом немножко контексте. Это я говорил о том, о ситуации, когда программист, приходя на работу, говорит, мне нужно месяц подготовиться, мне нужно изучить ваш проект, мне нужно разобраться. И это тоже моя работа. Я вот это не приветствую совершенно. Я считаю, что contribution от программиста должен быть в виде цифровых артефактов. Нет, при приеме на работу у него же должен быть онбординг. То есть вести... У нас нет онбординга. Приходит в первый день, он должен написать какие-то уже какой-то код. Я считаю, что этот онбординг по 2 месяца, это просто работодатель расписывается в своей профнепригодности. Если 2 месяца нужно человеку входить в курс дела и разбираться в вашем коде, ну, большие вопросы к вашему коду. У нас в коде разбираться нужно 10 минут для того, чтобы решить какую-то конкретную задачу. Эти конкретные задачи описаны. Программисту дается задача номер 12, например, из списка. Он ее открывает, там написано, что нужно где исправить. Он открывает исходный код, либо ему понятно сразу, что исправлять, и он исправляет, и от него приходит pull request в конце дня. Либо ему непонятно, что исправлять, тогда от него приходят баг-репорты. Он пишет, я запускаю, не работает. Я запускаю юнит-тест, он не тестирует. Я открываю ваш класс, а там какой-то месс написан, исправьте его. И у него за день 3-4 pull request, баг-репорта. Но это баг-репорты, это уже цифровой артефакт. Он за первый день работы либо сделал нам pull request, либо 4 баг-репорта написал. Но не 0. Он не может день сидеть разбираться. Ну, чем день закончился-то?
Чем ты разбирался? Если разобрался, так где код? Если не разобрался, почему не сказал нам, что трудно разобраться? Разобраться должно быть легко. Код должен быть такой, в котором можно разобраться за 15 минут, в том куске, который меня касается. Если это не так, значит в нем дефекты. Если вы программист, так опишите нам эти дефекты, сообщите нам о них. Вот и все. Либо, у нас строгое правило, либо баг-репорт, либо pull request. Либо 0, значит это ты день не работал, бездельничал. Все. То есть, а если это не так, то это значит, что у тебя там, грубо говоря, нет аналитики, не декомпозированы задачи, и это проблема вот именно... Ну, если это, да, тогда уже проблема менеджмента, да, конечно, да. Менеджер должен обеспечить такие условия, чтобы программист мог сразу попасть в команду и либо то делать, либо другое. Либо баг-репорт, либо pull request. И поехали с первого же дня. Такой вопрос, когда появляется задача номер 12, она же, получается, должна быть очень подробно описана. Не просто, чтобы разработчик, учивший, не тратил время на аналитику. Да? Тогда вопрос такой, а кто должен заниматься этой аналитикой и кто должен писать, описывать эту задачу? А у нас задачи... Один разработчик или это группа разработчиков, да? А задача как попала в бэклог? Она же из бэклога. А в бэклог попадают задачи тоже от программистов, из тех, кто уже работал. Значит, они прислали, кто-то из них написал эту задачу, или баг-репорт создал, или новую фичу запросил, и кто-то сказал «принимаю». То есть на каждом тикете, который попадает в бэклог, должна быть стоять пометка «принято в работу». Когда эта птичка ставится, значит архитектор или кто этим занимался, принял то описание, которое пришло. Пока он эту птичку не поставил, это описание улучшали. Когда-то, месяц назад. И если его достаточно улучшили, на нем стоит птичка «да, окей, это понятная задача», теперь приходит новый человек, берет эту 12-ю задачу, она ему понятна, он ее делает. Если она ему непонятна, он берет следующую. Он не занимается разбором ее, у нас так сделано. Непонятно, он говорит, я с этим разбираться не хочу, я возьму другую задачу. Он берет ту, которая ему понятна. И если он совсем новичок, он возьмет самую простую, самую понятную. Я не знаю отношение к тому, чтобы кто оценивает сложность задачи. Тот баг-репортер или все-таки группа, команда разработки, да, которая... Ну, кто принимает? Архитектор. Кто принимал репорт? Баг-репорт прислали, он посмотрел на него. Если нужно оценивать сложность ее, то ставится какая-то оценка. То есть прослойка есть между баг-репортером и человеком, который это делает? Ну, конечно. Архитектор, да, конечно. Он же должен принять. Мы же не весь мусор будем... Конечно. Ну, как в любом open source проекте. Ну, пришлите какой-нибудь тикет, баг-репорт в какой-нибудь докер-репозиторий. И за него же не сразу схватятся его выполнять. Сначала он будет стоять в обсуждении. Вам будут писать, а зачем, а почему, а расскажите подробнее. И только через время к нему прикрепят лейбл, напишут баг. И вы еще будете счастливы, если прикрепят такой значок. Но попробуйте в какой-нибудь большой репозиторий прислать свою какую-то проблему. Скорее всего, ее закроют и скажут, это мы уже обсуждали, смотрите, это дубликат. И покажут, куда дубликат. Это еще будет большой успех, если в какой-нибудь докер примут ваш баг. А вот эта вот ответственность за аппрув этой задачи, да, чтобы она попадала в бэклог, она должна распространяться на одного человека или каждый человек в команде должен обладать? Ну, у нас один человек, как один. Самые квалифицированные люди это могут делать. Те, которые уже несколько лет занимаются репозиторием, они понимают, и они... Может, вообще, в идеале, конечно, один архитектор. Но у него может не хватать времени на это, поэтому он может немножко делегировать на кого-то еще. Но это важная задача. Ее нельзя просто так на кого угодно сваливать. Потому что когда задача попала в скоуп, и она попала в бэклог, и поставили на ней окей, то это вы таким образом начинаете тратить ресурсы команды. Потому что кто-то за нее теперь схватится, кто-то начнет анализировать, кто-то, может быть, даже код начнет писать. А поскольку у нас open source, то мы понимаем, что и снаружи люди могут прийти. И я, когда ставлю эту птичку баг, я понимаю, что я таким образом приглашаю людей извне. И будет стыдно, если я поставил на какой-то ерунде, человек потом возьмется, начнет делать, пришлет pull request, а я ему скажу, слушай, я передумал, это на самом деле не баг. Ну, будет неприятно. Как ценовое по задачам, цена назначается каким образом? Ну, то есть стоимость услуги, оказанной программистам. Ну, я бы оценивал, старался бы оценивать какими-то фиксированными цифрами, ставить какую-то фиксированную сумму за каждую задачу. Например, любой тикет мы закрываем за 1000 рублей. И сложность бы не привязывал к этому. Мы пробовали уже оценку сложности делать. Это всегда субъективно и очень нечестно. Закроешь 100, будет 100 тысяч. Да, закроешь 100 задач, будет 100 тысяч, да. И ты уже решаешь, готов ли ты свое время инвестировать. Да, и дальше сам программист решает, закрывать ему эти 100 задач или не закрывать. Да, именно так. Так должно быть. Если никто не берет. Повышаем цену.
как на рынке. Ну, мало, за 1000 никто не хочет. Ну, давайте за 2000. И раз, уже захотели. А многовато, от 1,5, оп, те отвалились. За 1,5 нормально. А хотим, чтобы быстро закрывали, через полчаса все закрыли. Ну, давайте по 10 000. Так весь интернет набежит. И сразу вам начнут закрывать с такой интенсивностью, что у вас только деньги раздавать. Ну, у нас так работает, именно так. Только, ну, есть, Xerox так построена. Платформа по этим принципам. И так должно работать, в моем понимании, в любой софтверной команде. И не только в софтверной, любой менеджмент должен так построен быть. И тогда у нас не будет этих вокруг нас инвесторов, владельцев, менеджеров. Формула написана, и по ней раздаются деньги. А дальше только пролетариат контрибьютит и получает все блага, которые он создал, между собой разделяет. Бизнес посчитал, ну то есть платформа, продукт посчитал, что нам выгодно за каждый баг отдавать по 1000 рублей. А программист получает по 1000. Значит, продукт забирает, зарабатывает, например, 1,5. 500 берет себе там сам продукт на другие нужды, а по 1000 отдает программистам. Получается, это самая юнит-экономика, и по ней все строится. И полностью исчезает из картины этот самый магический менеджер, магический CTO, CFO, CEO, вот эти все нахлебники с огромными зарплатами. Слушай, ну может же быть задача там, ну, одну делать 10 дней, а другую день. Или все-таки... Ну, у нас технология, может быть, кто-то слышал, puzzle-driven development. Мы разрешаем программистам присылать нам код в незаконченном виде. То есть ставится, допустим, крупная задача, нужно реализовать какой-то сложный алгоритм. Человек начинает ее реализовывать и понимает, что она занимает больше времени, чем он рассчитывал. За 1000 рублей он не хочет это делать. Он реализует часть задач. Он делает какие-то фичи из этой задачи, а остальные закрывает to-do. Ставит там в коде, что это пока не работает. И возвращает это в репозиторий. Мы смотрим, видим, что какую-то часть он реализовал, какая-то осталась на будущее. Мы это все принимаем, а из этих to-do делаем новые задачки. И отдаем новым людям. И получается такая автодекомпозиция. Программист сам декомпозирует свою же работу. А все туда входило, да. И в эту 1000 входит все. Ну, 1000 это условно, обычно больше. Можно немножко по другой теме? Можешь вкратце рассказать, как работа в лаборатории проходит над Elegant Objects? Насколько я понимаю, сейчас главная проблема это ускорить на порядок. Кто именно думает? Вот ты думаешь, как это сделать? Или есть крутые очень программисты, там, компиляторщики, которые вот думают, как соптимизировать так или архитектуру перестроить, чтобы он стал гораздо быстрее. Ну, у нас вопрос более, так сказать, фундаментальный, чем просто как нас ускорить. Мы думаем, как в принципе это можно ускорить, потому что никто до нас не ускорял. Нет объектно-ориентированного языка в мире, который бы работал так быстро, как процедурный язык. Какой бы язык вы ни взяли, Java, C++, C#, они все при активном использовании объектов внутри программы, эта программа начинает тормозить. Мы все знаем, что объекты not free. Каждое создание нового объекта – это динамический диспатч, это аллокация на памяти, это все время, тормоза. И никто это за 40 лет последние эту проблему не решил. Мы пытаемся к этой проблеме подобраться через упрощение ООП. Мы берем разные языки программирования, они сложные. Java, C#, они с кучей внутри функционала, разные фичи там есть. У них там есть и наследование, и дженерики, и аннотации, и все, и полиморфизм, и что угодно. И мы это все убрали практически все. И оставили такой минимальный набор функционала в нашем языке. Сделали такой упрощенный объектно-ориентированный язык. И думаем, что этот язык можно запустить быстро. Думаем так, это наша гипотеза такая. Если взять сложный язык, потом оттранслировать в наш упрощенный язык, то этот язык можно будет запустить быстро. Но мы пока не сделали этого. Но возвращаясь к вопросу, как мы это делаем, да, как ресерч устроен. Ну, во-первых, есть специалисты лучше меня внутри, которые программисты лучше, чем я, и разбираются в теме очень неплохо. Это раз. Но во-вторых, это такая ресерч вообще, как я понял, за последние годы, это такая активность без карты. То есть ты не знаешь, куда ты идешь, ты не знаешь, что будет завтра, ты не знаешь, правильно ли ты делаешь. И ты только знаешь, что с вероятностью 90% ты делаешь неправильно. И нужно будет переделывать, скорее всего. Это вся гарантия, которая у тебя есть. Все остальное ты как в тумане. Ну, просто пробуешь, делаешь. И много времени уходит на то, чтобы доказать окружающим, что ты не ерундой занимаешься. Потому что каждый к тебе приходит и задает вопрос, а зачем ты, в общем, если у вас это уже не получилось раз, а еще 2 месяца назад 2, а еще мы знаем, вы уже переделываете 8-й раз, может быть, вы делом займетесь и начнете писать какой-нибудь полезный код для продакшена. Это вообще номер 1 вопрос для R&D команды. Я думаю, что он везде, и в Google, и в Amazon, и в крупных компаниях, везде задают этим R&D подразделениям один и тот же вопрос, мол,
ребята, вы вообще с реальностью синхронизируетесь? На это уходит много времени. На подготовку этих презентаций, рассказ, убеждений. Но с другой стороны, пока убеждаешь людей в своей правоте, сам находишь ошибки в своей аргументации. И бывает такое, что они оппонируют тебе и дают тебе подсказки, куда идти, в какую сторону. Ну, вот так это происходит. Мы не знаем, нет такого, что есть какой-то умный человек, сидящий где-то, и мы к нему спрашиваем, а он говорит, идите туда, там точно есть. Нет, может быть, вы хантите лучших людей? Ну, мы хантим, но это сложно хантить лучших людей. Ну, конечно, да. Как я сказал, у нас очень мало ресерчеров в России. У нас очень мало людей, которые занимаются именно исследованиями. У нас много программеров. Мы хорошо программируем, мы делаем продакшн-код хороший. Ну, посмотрите Яндекс продукты, прекрасные. Посмотрите Telegram, прекрасные продукты. Ну, много российско сделанных продуктов. Kotlin я не уверен, что много ресерча именно в Kotlin. Rust неплохой, да, но это же не Russian продукт, мне кажется. Но ресерч это не совсем то, что вы называете. Вы все равно говорите какие-то индустри продукты. Вы говорите продукты для индустрии. А ресерч это больше про нахождение методик новых, не обязательно их реализацию. Ну, компьютер сайенс, да, когда предлагается некая формула, некий там алгоритм чего-то куда-то, компоновки, сортировки. Но не обязательно он будет работать. В большинстве ресерч-проектов в итоге у них неработающие продукты на выходе. Берем статьи, которые 5-летней давности, открываем их, читаем, там ссылки на вот наш GitHub, вот наш продукт, он работает, открываем GitHub, там все мертвое. Давно уже не работающее, не поддерживаемое, и так в подавляющем большинстве случаев. Делают академики, делает студент какой-то, аспирант, профессор закрывает проект, и на этом все заканчивается. Можно я задам последний вопрос? Последний вопрос, да. Давайте. На правах единственной женщины. Давайте. Про отрасль. Так получилось, что я последний месяц занимаюсь цифровизацией здравоохранения на стороне государства. И как я вижу эту картину, на рынке есть два разработчика, которые закрывают эти задачи. Это Ростелеком, с которым очень тяжело по понятным причинам сотрудничать, и другая компания, которая очень лениво решает эти задачи, и очень тяжело ее заставить работать. И с моей точки зрения картина выглядит так, что государство к вопросу про чиновников, оно не ставит вообще никаких препятствий для того, чтобы создавались цифровые какие-то платформы для оптимизации, для того, чтобы такое количество чиновников не было. Я прямо на примере здравоохранения могу это привести. Оно готово платить за решение этих задач. Оно готово много платить за решение этих задач просто потому, что у государства нет экспертизы, сколько стоит та или другая задача. Вот сколько конкретная там Минцифра региональная защитит бюджет, дайте нам столько денег, вот столько ей придет денег. Но нет ни стартапов, ни разработчиков серьезных, то есть на рынке нет предложения. И почему российские разработчики не бегут, дайте нам эти деньги, смотрите, мы делаем такую прикольную платформу, мы закроем все ваши задачи, они ведут себя очень лениво, они очень не хотят решать конкретные проблемы, они часто говорят, что это сложно, это долго, это мы когда-нибудь потом сделаем, и вообще давайте сначала вы нам заплатите, а потом мы что-нибудь доработаем, как вам надо. С чем это связано? У меня малый опыт работы с государством в этом плане, но я общался с людьми, которые работают на государство, и они говорят, что проблем, которые приходят вместе с контрактом и вместе с, собственно, технической задачей, их так много, и они такие опасные, что в это мало кто хочет влезать. А что, в чем опасность? Ну, в тюрьму можно сесть, это же госденьги. И они говорят, что у них бывают даже отделы в их компаниях, которые занимаются только закрытием контрактов. То есть одно дело код написать, а другое дело написать еще 200 страниц документов, которые бы закрыли все, юридические опасности и помогли нам, в общем, выйти из этого контракта. Зайти в него легко, выйти из него трудно. Потому что это везде тюрьма. И чиновнику это будет тюрьма в первую очередь. И поэтому он будет не принимать от вас работу долго. Потому что когда он примет, а потом окажется, что вы не доделали, это значит, что он взял взятку. Ну, предположение так. И прокуратура будет им заниматься. Он этого боится. Поэтому ему лучше не принять от вас. Ему лучше вас мучить долго, заставлять заниматься этим проектом. Ну, надо понимать природу заказчика. Заказчик не хочет продукт, ему плевать на здравоохранение. Это чиновник, он не хочет, чтобы было там в стране хорошо. Он хочет, чтобы и он лично не сел в тюрьму и продолжал получать зарплату. И он, исходя из этой мотивации, он вами управляет. Но представьте, у вас такой заказчик, который... Ну вот заказчик, на самом деле, он
имеет конкретные KPI, чиновник имеет конкретные KPI, есть конкретные показатели по здравоохранению, которые должны выполняться. Соответственно, если регион не выполняет эти показатели, то чиновника наказывают именно за невыполнение Его этих. не садят в тюрьму. Его не садят в тюрьму за то, что... А если он примет, то Нет, посадят. его как раз наказывают за то, что это вот взгляд изнутри чиновника, собственно, наказывают за то, что ты не потратил эти деньги и не выполнил вот эти показатели. Что чиновник должен потратить эти деньги, причем в течение года должен потратить, потому что бюджетирование на год закладывается. Это никому не интересно, чтобы они висели зарезервированные деньги, которые, вот они зарезервированы на контракт, и все, никуда дальше двигаться не могут. Никто их не может тратить, они бессмысленные деньги. Поэтому чиновника заставляют тратить эти деньги, а потом говорят, ты потратил деньги, покажи показатели. Ну, я услышал эту историю, я понимаю, что это так, но со стороны, вот я, например, айтишник, я это вижу иначе. Я вижу, что для меня это все будет сопряжено с огромным количеством бюрократии, огромным количеством документооборота, который я на себя брать не хочу. Мне скучно этим заниматься, я понимаю, что я погрязну в этом, это первое. А второе, я понимаю, что чтобы зайти в этот контракт, мне тоже нужно будет заниматься тонной макулатуры, писать ее. И я это не умею делать, не хочу и не хочу рисковать. Я не хочу брать сотрудника, который будет 3 месяца писать эту документацию, а потом тендер выиграет брат чиновника. И я предполагаю, что это так. Пока, по крайней мере, такое вот ощущение, что госконтракты выигрывают люди, приближенные к власти. И мне вступать в эту гонку и быть там просто мартышкой, которая отыгрывает тендер, потому что им для тендера нужно, чтобы было 3 мартышки и брат чиновника. И вот я буду одной из этих мартышек, которая подготовит 200 страниц документации, потратив на это 2 месяца работы, а выиграет все равно тот, кто под копирку скопирует документацию прошлого года, и деньги уйдут к нему. Ну, мы так это видим, по крайней мере. Я в этом вижу недоверие. В огромное недоверие, да. Я вот лично как айтишник не доверяю. Да. Государство не доверяет вообще. И лучше А это также в крупных корпорациях. Я нахожусь в большой корпорации, я представляю, у нас ровно та же самая картина внутри, просто в микромасштабе. У нас как микрогосударство. У нас тоже есть кто выделяет деньги, и есть те, кто, вот я айтишник, я хожу и пытаюсь получить деньги. И я знаю, с чем это все сопряжено. Я добиваюсь, рассказываю, готовлю документы, трачу на это кучу времени, а потом вдруг оказывается, что деньги ушли в другом направлении, потому что там уже было договорено. И я думаю, ребята, сказали бы заранее, я бы занялся чем-то другим. Но здесь-то такого не будет. Кому у меня будут претензии? Никому. Сирок России для общественных проектов, таких государственных. Было бы здорово, да. Какая-то объективность нужна, да, в этом всем. Уйдет это недоверие, просто годы на это уйдут. Но возьмите Америку, вы думаете, там по-другому? Я как-то участвовал в Америке в государственном контракте, мы готовили этот контракт. И в итоге в конце выяснилось, что вся эта подготовка нужна была исключительно, чтобы поставить нас в тендер. И они уже в конце стали уже говорить об этом прямым текстом. И мы прям разозлились и послали их. Это Америка, Калифорния. Такие процессы. И мало кто из нормальных айтишников хочет... Это богатые айтишники, большие корпорации, типа больших компаний, они могут себе это позволить. Потому что у них целый отдел на тендерах сидит, и они готовы поручить еще группе этих маркетологов или кто этим тендер-специалистам подготовить еще 200 страниц, потому что у них есть наработки, у них есть шаблоны. Там же в тендере нужно описать биографии всех ваших программистов, опыт работы в предыдущих 28 проектах. Все эти, вы представляете, да, и кто-то же должен эти тексты набирать, я, допустим, малая какая-нибудь IT-компания, я буду сидеть это все писать, понимая, что на той стороне, просто забор. Они же не будут мне помогать, они же боятся, чиновник, он же сейчас самое трусливое существо, я так понимаю, в России, они же боятся всего. И поэтому они же не открыты, они же не то, что ребята, приезжайте, мы вам покажем, мы вам расскажем, поможем подготовить тендерную документацию, мы с вами заодно. Это же вы нам сейчас говорите, что деньги лежат, вот мы хотим их подправить. Давайте встретимся с чиновником, он же будет молча сидеть, смотреть в стену и отвечать односложно, он же трусливый, как заяц. Потому что у него пистолет в голове, он же будет да, нет, все, это вот современный чиновник. Их не приближают к народу. Может быть, пока это и нужно, потому что мы же только вышли из эры тотальной коррупции, поэтому их сейчас вот этими силовыми путем пытаются их усмирить как-то, привести их в чувство. Но их в такое чувство их привели, что они стали в тотальный просто в ужас, их загнали. А стоит ли государству завести некий такой технический центр, где он будет набирать народ и разрабатывать государственные компании по разработке государственных? Я бы только за. Мне кажется, это было бы здорово. Какой-нибудь большой айтишник, такой банк, да. Да, большой такой хаб айтишников, да, на госзаказах, на этих самых зарплатах.
Я бы прям с удовольствием бы пошел в такое работать. Да, при глобальном, что ты можешь подтвердить свою квалификацию, вот, что такие планы. На госуслугах, да. Вот что-то такое. Вот, Да, да. буквально на днях. Может быть, к этому все и идет в итоге, да. И тогда государство, вот оно имеет своих айтишников, там 1000 человек сидят, все кодят. Это, наверное, потому что бизнес лоббирует модель, в которой это уходит в качестве задач на какие-то крупные компании. То есть почему те же госуслуги написаны Ростелекомом, а не какой-то государственной структурой? Ну, нет, наверное, пока таких госструктур еще пока айтишных, прям чисто гос. Нету. Нету, да. А было бы, может быть, здорово создать, собрать там талантливых людей и сказать, сделайте нам такой вот, как госуслуги, только госсофт. Вот этот пусть госсофт работает. Подтверждаешь сертификацию, потому что повестка приходит. И оттуда же прям повестками. Все, спасибо большое на этой ноте.